Купчинские улицы, короче, мир не понимает. Дима стал богатым. Так что-то. Я же тогда выступал, но как выступал? Je m'appelle Meložel, как что? Ты ему дайте. Конечно. Не стреляйте. Hey, you come to me, I will take you to the sea. Как бы, знаешь, вот такую фигню можно делать. Малиновая, малиновая. И мы с ним смотрим на звезды и наливаем. Самое лучшее упражнение перед концертом, чтобы язык не заплелся. Коньяк? Не бухать. Выкинь драм-машину, смотри, что есть, братан. Опа, палочка крутит, там собаки под окном. Ты скрылась из вида, Атлантида. Пел-то я всегда. Он не пробовал на гитаре играть, а? Мы как Queen. Да. Мы как Лимп Бизкит, как Queen. Фред Дорс приехал и сказал: слушай, борщ был классный. Можно мне к вам на разогрев? Хотелось же что-то какой-то текст написать, ну ладно, это никогда хорошим не заканчивается. Не, надо без подготовки всегда лучше. Да. Все, пипи, кака никто не хочет. Камера включена, рэк. Перевернем Марка вот так вот, чтобы было видно, что деньги-то имеются. Да это СЕ! Это не 5С. Вы все думаете, что это 5С. Это дизайн. В такие времена. Эх, Стив Джобс, ты должен быть, там достань, эти счеты есть. Такие поставили нормально. Рабаки. И не туда смотри, потому что он слишком красивый. Глаза могут это слепнуть. Сейчас нормально? Эта штука может эпилепсию вызвать. Ты главное не смотри. Погнали. Ну что, Паш, привет. Привет. Как добрался? На семечке добрался. На семечке добрался. 74-й автобус такой есть. У меня была неплохое начало. У меня просто была заготовлена шутка, что мы будем тебя встречать со стадиона, и что там очень было шумно, и как ты зайдешь сюда, здесь будет тишина, а ты, оказывается, домосед. Как это называется, когда информация была неправильно подана, да, или неправильно принята? Да. Короче, где-то кто-то... А там еще, знаешь, через какое-то время ты кому-то передаешь, я вам Сереге говорю, чувака из «Зенита» берешь интервью? Подкаст с чуваком из «Зенита»? Кто там? Игрок? Молодежка? Да нет, вы еще не так поняли. Я говорю, чувак, с матча идет. Надеюсь, он будет целый, не бухой, успеет, на метро, все дела. Ладно, как обычно, я начинаю нести Ахиллесису. Ахиллесису, это с Ахиллесом что-то из строя, да, троянского коня начинаю пробрасывать. И забываю представить гостя. А гость-то непростой. Гость-то, можно сказать, золотой микрофон группы «Три пули». МС Краб. Погоняло? Можно быть? Краб, да. Можно просто Краб. Паша, Краб. Я Паша, уже Краб. привык ко всему. Время такое. Все хотят знать, что за человечка к нам сюда принесло. А человечек-то неплохой и непростой. Помимо того, что работает ртом в микрофон, человек-то еще и спортивный, как мы могли узнать. Это пандемия так тебя начала заводить? Сказалось на тебе. Там кто-то OnlyFans создает, кто-то спортом начинает, кто-то с окна выпрыгивает. Ты про пресс? Ну да, про пресс. Да, пресс. И пресс сразу так напрягся. Я думал, что это футбол, пресс, не знаю, спорт, он везде спорт, он мир. А пресс, да, становится больной темой, мне кажется, для мужчины после 30. Когда 30 ты можешь не париться, а после 30 у многих начинается отложение. Ну, как бы питание, оно все сказывается, а ты еще обычно после 30 там семьянин, в принципе, уже там более-менее довольный жизнью, там, это самое, как бы и покушать всегда есть что, иногда даже больше, чем нужно. Вот. В один прекрасный момент ты понимаешь, что реально, как бы, ну, смотришь, думаешь, что за... Что произошло? Да, и скачиваешь приложение себе, как там, за 30 дней. Превратиться в красавца? Ну, не стать Шварцем, да, а хотя бы, ну, приблизиться к чему-то более такому спортивному, атлетичному. Вот. И не, так-то я в зал хожу уже много, я там, как понял, где-то году в 14-15, как я понял, что я дрищ. Как ты это понял? Пацаны пристали во дворе? Не, я просто, понял. Ты дрищ. Сейчас получишь. Ну, как-то так, я понял, что что-то нужно, как бы, какую-то мускулатуру нужно чуть-чуть оформиться, типа, как-то нужно уже, обрести себя
нового. Быть поувереннее, чтобы смотреть в зеркало. Да, уверен. Вот так вот, подбородок, вот, то есть, на подбородке. Сначала это было, типа, просто вот ради мышцы. Походил несколько лет, а сейчас я понимаю, что все бодибилдерство, как бы это уже для фанатиков, я как бы не ради этого занимаюсь, но держать себя в тонусе, получать приятные какие-то ощущения и выброс вот там этих всех веществ, необходимых для хорошего настроения и нормального функционирования. Эндорфины-то? Да, эндорфины, очень тестостерончик тоже. Да и вещества выбрасываешь, которые уже не нужны. И скидываешь токсины, потому бывает, что с ними тяжело бывает, это заниматься. Да, бывает, побухал там пару дней и как бы сходил в зал, и после этого ты лучше себя чувствуешь, чем если бы в зал не сходил. Поэтому здесь очень помогает вот именно в плане тонуса. То есть не из фанатизма, а пресс. Пресс это вот сейчас прям такая больная тема, стараюсь с этим бороться. Хотя бы 2-3 раза в неделю стараюсь делать что-то, вот, какие-то упражнения по утрам. Через боль, через пот, слезы. Вот, не знаю. Ты же женат? В процессе. Жена ничего не говорит, типа, что произошло? Она говорит, что... Что это ты пресс начал Она качать? говорит, да нет у тебя ничего, нет ничего. Я говорю, я же вижу. Нет у тебя ничего, нет у тебя кубика. Нет у тебя пресса, нет у тебя кубика. А может она так и говорит, кстати, может действительно она имеет это в виду. Ну, в общем, может быть. Ну, вообще живот не проблема, если есть деньги, в принципе. Я даже слышал, что... А ты отсасывание искусственное? Липосакция? Да. Ну, нет, ты просто, когда у тебя большая котлета в кармане с деньгами, и как-то всем говорят, нормальный человек выглядит. Главное, чтобы деньги были. Вообще, я слышал, и сам применяю частенько, что это трудовая мозоль, говорят. Не в порной индустрии. Трудовая мозоль. Там она не прокатит. Да, это ты как... То есть это тоже мотивация, может... Кино, вот, если не попал в обычное, может быть, в такое получится попасть. Там, то есть в OnlyFans все-таки ты аккаунт пытался зарегистрировать. Не, это мы же там в какой-нибудь из следующих передач нашего цикла обсудим. Цикл передач. Ладно. Черт с ним с пузом, пусть оно живет отдельно от нас. Просто будем смотреть и думать, что у нас там кубики просто не под волосами, их не видно. Но они там такие, брат, я здесь. Мысли материально, как говорится. Да, материализуются. Да не, иногда бывает, потом начинаешь опять лютую неделю какую-нибудь, просто забываешь, хочется вот это съесть, это, думаешь, ладно, здесь, поймем. И в итоге надо держать себя в руках. Все-таки. Так, а что по футболу? Я просто думаю, сейчас ты пришел-то в такой футболке. По случаю выхода команды сборной Португалии на чемпионат мира, очередного выхода сборной Португалии на чемпионат мира, я решил напомнить публике о том, что такая сборная будет представлена на чемпионате мира. Надо за нее болеть. Там будет Криштиану Роналдо, который всех уже немножко падает, но как бы он все равно там будет. Я думаю, что он еще себя проявит. И я болею за Португалию с чемпионата Европы 2020. Ой, какого господи. 2000 года. В быстрое время идет. Да, вообще время летит. Я помню, что почти школа был, и там фигу бегал, что-то там еще Абель Шавьер рукой сыграл, пенальти поставили, и, короче, вылетела Португалия. По-моему, в полуфинале она вылетела. Мне было грустно, обидно, я за них болел, там реально прям хорошо играли. Вот. С тех пор как-то мне еще и цвета понравились, цветастые такие майки мы всегда были. Вот. И, в общем, болейте за Португалию, господа, потому что сборной России нету, а в Португалии много звезд там. Половина премьер-лиги играет. Всякие Бернардо Силва, Рубен Диаш, Жоао Кансело. Ну, вот оператор меня поймет. Бруно Фернандеш, конечно. Я просто буду кивать. Как будто я их знаю. Бернард, конечно. Неплохая сборная. Думаю, что до четвертьфинала как минимум она дойдет. Поэтому вот так чисто напомнить тем, кто будет смотреть. Я думаю, что во время чемпионата мира это видео как раз будет просматриваться. Да. Но тебе будет тяжело только без пива, на прессе сейчас. А я это иногда безалкогольно беру, есть вкус. Оно даже некоторые вкуснее, чем алкогольное. Какой алкогольная реклама? Эрдингер. Стоит оно, правда, там что-то 300 с хреном рублей, но вкусное, вот реально вкуснее кваса. Прям, советую. Но его редко где найти можно. Там, в каком-то супер фирменном магазине на Петроградке случайно нашел. Ну, прям влюбился. Влюбился, прям зашло очень вкусно. Сейчас смотрят какие-нибудь малолетние ребята, скажут, безалкогольное пиво, животы. Что это? О чем вообще разговариваете? Отписка. Какой рок? Почему? Где чувак, который зайдет, вышибет
ногой дверь, снимет там пресс, все в татуху. Сыграет на балалайке. Да, вот так вот нальет. Водку нальет вискаря, подождет его вот так. Ну, или вот это. Позовет девочек. Ну ладно, после 30 вас всех это ожидает. У нас цикл передач, все будет. Цикл Мы будем развиваться. Мы будем как Бенджамин Баттон в обратном направлении от 30 идти и приходить медленно, и дойдем вот до момента становления, когда Паша начал только говорить. Хорошая идея. Да, согласен. Так, давай-ка, чтобы люди не заскучали, которые говорят, где рок, где рок? Расскажем, что у нас все-таки с 3 пулями. Как это появилось, как ты появился там. 3-я ли ты пуля, или 1-я пуля в коллективе? Потом как раз надо разобраться. Именно сегодня. Именно сегодня. Или ты средняя пуля, или пуля ни при чем, они просвистели. Сама судьба нас свела. Сегодня мы должны пролить свет. Да. На вот это все. Ну, вообще, 3 пули зародились в каком там 2008 году. Я был знаком с басистом группы как-то через общих знакомых. Там были рэп-тусовки, я вообще в рэп-среде крутился, читал там, записывал, была группа. Йоу, брат! Йоу, мадафака, там вот это все. Вот это все. И у нас была группа Тагили с моим корешем с района. Меня убедило? Корешем с района. Он, если, может быть, кто-то помнит, и сейчас существует, кстати, группа такая, Пума и Коля Найк. Пацанский рэп. Да, вот таким голосом. Вот. Ты же видишь пустые глаза мои, безжизненные. В общем, тогда вот этот будущий Коля Найк, он был со мной в группе Тагили. Точнее, он был, по сути, как бы, наверное, лидером, инициатором создания группы этой. А я присоединился, и вот какое-то время мы что-то там, где-то там выступали, что-то писали, какие-то треки записывали. Именно рэп какой-то вообще делали артхаусный. Вот сейчас я слушаю, это просто какой-то артхаус лютый. Это иногда невозможно слушать, а кому это нравится, я этих людей не понимаю. Вот, но, тем не менее, такие есть. Короче, потом вот познакомились мы с Ильей, с басистом будущим 3 пули. У него тогда была какая-то группа, они что-то там играли, был вокалист, который пел на английском, что-то у них такое непонятно было, они хотели Limp Bizkit Style делать. Вот. И... Да. В общем, говорит, давай порепетируем там. Попробуем, у нас вот тут гитары, барабаны. Но он уже был басистом. Он уже был басистом, но может, он был басистом. Ты приходишь и говоришь, ты басист. Я пивко пью. Я знаю, ты басист. Я чувствую. Почти так и было. Не только пивко, мы тогда очень много еще курили. Очень популярное время было в плане там... Не нужно объяснять. Да. Ну, все должны были через это пройти, чтобы прийти к тому, к чему пришли. Да. Ну и вот так мы потихоньку начали репетировать. Он подтянул меня и моего товарища по группе Тагили. Мы порепали, было прикольно. 2 трека записали, демки, все прям заходило. Мы такие, нифига, можно мочить, как там типа полурок, полурэп. В общем, Limp Bizkit реально все это... Для нас это было что-то новое, мы даже не думали о том, что вот можно так делать. Вот, а чуваки по старинке делали какое-то, ну, там, с пением, что-то такое альтернативное. Ну, видимо, не знаю, типа гранжа или как это можно назвать. Вот, рэпа там не было, а им хотелось всем читки. Мы им дали эту читку, они с вокалистом расстались, с предыдущим, но мы при этом решили назваться 3 пули уже. У них была группа Miles Away называлась. Мы переименовались, ну как переименовались, в общем с нуля. По сути, это была новая группа, в которой из состава Miles Away остались барабанщик, басист и 2 гитариста. Поменялась вокальная составляющая. Вместо одного поющего вокалиста стало 2 новых читающих. Ну, я с годами тоже стал петь, там, с переменным успехом, но попиваю, пропиваю, там, запиваю. Ну и в 2008 году все понеслось, мы выпустили альбом «Атака мозга». И мы выпустили всего 5 альбомов. Так, а откуда пошло? Название? Нет, город откуда? Saint P. Saint P. Мы все, в принципе, из Saint P. Гитарист наш с Байконура. Гастарбайтеров не было, короче. Нет. Ну, с Байконура. С Байконура только, если считается. Да. На ракете. Ну вот сейчас на нем вся группа и держится у нас в настоящее время. Так что я бы не недооценивал. Реинкарнация, которая Джонатана Дэвиса и Брайан Хейт Уолша в одном лице с дредами. Да. Человеческий. Да.
Тёмыч. Он у вас отвечает за игру на гитаре, за запись треков, почти наверное. за все. За все, да? Поет. В общем, нет, он на самом деле очень мощный композитор, креативщик, и как звукорежиссер он сильно вырос за последние годы. У нас своя студия появилась. Он на ней, в принципе, занимается практически всеми моментами, связанными там с группой, как раз там со сведением, с записью дорожек всех, и он за эти годы стал крутым звукарем. То есть там первые его попытки несколько лет назад сводить самостоятельно были, скажем так, не на самом высоком уровне, положа руку на сердце, но то, что мы сейчас слышим, вот реально последние наши релизы, это как бы все вот он свел. То есть у нас своя студия, мы все сводим своими силами. Приглашаем, кстати, если кто-то смотрит, там, может быть, хочет сменить студию, не знаю, хочет попробовать где-то там с новыми людьми поработать, посводиться где-то в новом месте. Вот у нас первая звуковая называется. На Комсомола 2 находимся, по-моему, Комсомола 2, короче, площадь Ленина. Обращайтесь. Ну, там у вас серьезные дяди взрослые уже приходили, там, Стигмата, да, Outkast, я смотрел. Ну, или это последнее что-то? Они с нами, ну, мы так, можно сказать, дружим со Стигматой, в принципе, потому что у них Тарас, который в составе Стигматы играет, он у нас тоже, как на студии, тоже как звукореж работает. Ну, они с Тёмычем вдвоем. Вот. Поэтому общаемся, у нас вот так вот все происходит, подтягиваются люди, там даже Гарри Топор приходил писаться, Тони Раут. Смотрел много лиц. Да, лица такие, скажем, ну, небезызвестные, посещают, записываются, репетируют. У нас студия больше под записями, то есть звуковыми моментами занимаемся. То есть барабаны, гитары, вокал, естественно. Все, у нас даже я как-то раз пришел, мне ставит Тёмыч эту музыку, а там что-то там реально бременские музыканты какие-то играют. Я говорю, ты что? Вот так приходил ансамбль, они дверь открываешь, там луч солнца. Ну да. Молоток. Это что происходит? Вот. Именно так. Просто ассорти какое-то из людей приходит. Ну это с какого альбома? Вы пишетесь уже на своей, получается, студии. Ну, вы работаете своими силами. Своими силами, в принципе, вот, по сути, только сейчас у нас продукт пошел, который был сделан полностью своими силами. Ну, потому что предыдущий полноценный альбом, «Нам нужны перемены», альбом 2018 года, он записан-то был своими силами. Мы все писали у себя на предыдущей точке, на Леннаучфильме. Такое прекрасное место есть, просто там сбор паноптикум, мне кажется, всех музыкантов санкт-петербургских. Вот, там мы записывали все, партии все свои записывали самостоятельно, но на сведение отдавали стороннему звукорежиссеру Александру Карелину. Он сводил кирпичи, сводил группу «Скафандр», ну, тоже в рок-среде довольно-таки известный звукарь. Мы сводили у него прям 3 альбома, 3, 4, 5. И потом решили, ну и появилась возможность, и мы начали все-таки сами все делать. А когда сам все делаешь, в принципе, получается лучше. Может быть, дольше, потому что всякие мелочи, у тебя по времени там особо нету никаких дедлайнов, и по финансам это никак на тебе не сказывается. Поэтому доводим там почти до перфекционизма. Но все-таки стараемся в здравом уме как бы работать, как-то не борщить. Хотя мы 2 года, не 2 года, альбом был в 2018 году выпущен, сейчас уже почти 23-й. И вот у нас только-только наметился там новый какой-то полнометражный релиз. Но мы потихоньку песню за песней выпускаем раз в 2 недели, поэтому могу анонсировать. Давай, сразу. Получается, у нас 21-го, наверное, если не ошибусь, будет следующий релиз. Потом в декабре еще один релиз. То есть еще 2 песни мы выпустим до Нового года, и еще 2 песни точно будут после Нового года. То есть подогреваете вы? Подогреваем, да. И потом на каком-то этапе, наверное, ближе к весне мы выпустим какой-то формат либо EP, там несколько треков будет, может быть, то, что было уже зарелизено, плюс что-то еще, то, чего мы не выпускали. Ну, плюс там 1-2 песни. Либо, может быть, альбом более такой масштабный, может, это уже весной, наверное, там, если, ну, условно, 10 треков, там, 7, которые мы синглами выпустили, плюс там 3, вот, как бонус, чтобы люди этот релиз, на него обратили внимание. Ну, вот сейчас с него, получается, 2 вышло сингла. Это «Тёлки», да, на которые вы клип сняли. И, кстати, по тёлкам много вопросов.
Да, давай обсудим. Вы там все красивые, свет, все, картинка поставлена. Но тёлок нету. Но тёлок нету. Как так? Почему нет? What's up, man? Ну... И почему тёлки? А потому что... Почему не дамочки? Ну нет, два разных вопроса. Тёлочки. С чего мы начнем? Давай, почему нет тёлочек? Это было бы слишком просто. Бородатые мужики поют про тёлок, а их нет. А там тёлки, да, в клипе. Ну, в общем, вот так вот получилось, что тёлок в этом клипе нет. Потому что это было бы очевидно, и они бы что-то там делали, и на себя бы внимание, наверное, перетягивали, понимаешь? В любом случае бы перетянули. И тогда бы нас никто не запомнил. Ну, нас как бы и так с 2008 года никто ничего не запомнил. А плюс еще такой есть вариант. Ты смотришь и ждешь, где же она появится. Ну да, и ты досмотришь до конца. Тогда неплохо. Ну да, может быть, кто-то понравится из парней, которых вы там... Хотя в основном нас парни слушают. Среди парней тоже разные бывают. Ну, парни разные бывают. Не будем об этом. Каждому свое. Ну да. Так, а что с тёлками, как так вышел-то? Что за трек? Это какая-то обида личная, коллективная? Ох уж эти тёлки. Вообще предыстория трека такова, что у меня была группа другая, электронные шишки. Мы делали какой-то такой отличное название, смехотворный рэп. Я положил это в копилочку интересных названий. Название это одно, наверное, из немногих, что было хорошего в этом проекте. На этом мы выезжали, да? Да нет, там, ну, прикольно так по фану делали какие-то смешные такие рэп-песни, какие-то такие стёбные, но на определенном этапе мне просто, ну, надоело, потому что, ну, не получится вот с этим быть там на уровне, не знаю, ну, даже там Тимати, не знаю. То есть был прицел вот на что-то такое, по факту, ну, как бы это смотрится смешно, как бы жалко. Нужно быть там. Нужно быть там, нужно быть тем самым, пеленках, как бы, понимаешь, изначально на золотом унитазе как бы подтянуться. Да, когда ты на простом, а всем говоришь на золотом, да, на простом баллончиком закрасил. Разбитом, как бы не обработанном с санитарными всякими средствами, естественно, сложно. Так, и ушли в итоге. Вот, нет, слабая нагрузка тёлок. Это хорошо, значит, вот эти группы электронные шишки, там у меня была задумка. Просто был текстом эти телки, любят эти деньги, любят эти евро, баксы, рубли. Вот, и все. Вот эти 3 строчки, потом еще дальше какая-то ересь была, еще несколько строчек, но первые 3 запомнились моему коллеге по группе, Зверю, который тоже на вокале, тоже подсчитывает. И он как-то зацепился спустя годы, как-то решил, говорит, а вот же есть, давайте что-нибудь придумаем на это. И что-то как-то начали придумывать, я так на все это скептически смотрел, думаю, деньги. Ну, успокойтесь же. Ну, я это вот прошел, да? Да. И вот что вышло. В итоге у нас сингл, клип. Вот. То есть была давным-давно такая идея, еще в мальчишеском возрасте, можно сказать, не знаю, там 25 лет, вот я это придумал. Типа кэш, там, bitches, короче. Сейчас это было переиграно. Я это придумал. Кэш, bitches. Lil Wayne, до свидания. Snoop Dogg. Не дотягиваешь. Сент-Пи. Сент-Пи for life. Да. Ну, в общем, зацепились мы за эту идею. Видимо, у нас идей особо каких-то не было хороших, чтобы за них зацепиться. Зацепились за что-то старое. Переработали, вот что получилось. Ну, долго мы тоже, правда, эту песню, наверное, где-то год мы ее, мне кажется, доводили до финального варианта. Вот так она и получилась. В итоге что это? Это песня о каких-то материальных моментах, наверное, такие женщины есть. Но мужчины тоже такие есть, но больше, поскольку мы мужчины в группе, мы поем о женских каких-то пороках. Может быть, это и не порок, может быть, это норма общества какого-то современного, продвинутого. Мы не про африканские страны, наверное, говорим. Вот он принц. Оставим принца. Принц села Тумба-Юмба. Слушай, понятно. А кто вот вообще тексты, как они придумывают? У вас же 2 чувака поют. Ты и Зверь, да? Коллега. Как у вас тексты? Вы каждый приносите там по своему куплету, или вы сидите как-то на студии вместе, или всегда по-разному? Ну, ты представляешь, вот сколько лет мы работаем? Или просто ты 1:30 ночи раздается голосовуха с WhatsApp, там, ты телки. И такое, что это? Это новый трек, да? Не, бывает иногда в пьяном бреду какой-нибудь звонок, там, где я что-нибудь там придумал, там, рассказываешь своему трезвому оппоненту, трезвому визави. Такое тоже бывает, но в основном все делается, продумывается, обсуждается у нас на точке.
И, ну, в последнее время, по крайней мере. Но просто за эти годы вариантов придумывания песен их было миллион. От того, что придуман, вот зацепились где-то за старые 3 строчки и додумали, все, песня получилась. И бывает что-то... Вообще, в основном, начнем с того, что лирику, текстовую составляющую, придумываем мы со Зверем. Ну, 95, наверное, процентов наших текстов написано нами, как вокалистами. Получается, еще чуть-чуть, несколько песен, в частности, на релизе у нас был ска-релиз. Не слышал там в свое время, по-моему, в 20-м, что ли, мы его дропнули, или даже в 19-м. Дропнули такое слово, уже не очень модно, наверное. Да нет, я его употребил. Ничего. Слушай, нам за 30 вообще опасно, да? Всякие... Потом к льду ходим. Думаем, модно оказалось уже давно. Думаем, наоборот, оказалось модно. Да, все нормально, чувак. Все уже в голове перемешалось там. К ска-релиз вот этот мы... Там 5 песен что-то было. И из этих 5 песен, по-моему, 3 написал по тексту, по музыке вообще целиком вот Тёмыч, как раз, которого мы обсуждали. То есть прям очень качественно все полностью сделал. Единственный минус, как я и говорил, это составляющая качества именно на выходе с дорожек в плане звука самого. В плане инструментальной составляющей, в плане текстов, ну, круто. Жалко, что, конечно, мы не свели это на каком-то, вот как сейчас у нас есть уровень, на таком уровне. Потому что песни прикольные, но, может быть, там, людям, которые аудиофилы, или как называют люди, которым важно вот именно качество, чтобы оно такое было прям... Ну, типа, ты не ешь там бургер за 50 рублей там, в армянской этой бургерной, а идешь есть в нормальный какой-нибудь кетчап-бургер. Вот, как бы. И также есть люди, которым качество вот такое плохое, они не будут слушать, потому что плохое. Ну, любители прекрасный стоят. Ну, аудиофилы это не то? Аудиофилы, ну, в принципе, то, они больше по звуку. Там, в принципе, не особо важна именно музыкальная составляющая, а именно саунд какой-нибудь, какой звук, да, пойдет. Ручейка там весеннего. Да. Ну, я так думаю, сейчас аудиофилы напишут и скажут, о чем вы говорите. Конченые. Вы вообще, да, слушайте в своих AirPods'ах музыку и заткните. И еще одна песня с этого релиза, кстати, со ска-релиза, была написана барабанщиком, называется она Нормально. Он просто устал. Он говорит, устал терпеть, вот моя песня. Вот вам хит, наконец-то, ребята. Ну, слушай, вы как Квин, они же там тоже все писали. Иногда также это льстит нам, но Квин отличная группа, я даже фильмы посмотрел 2 раза, кстати, в кино сходил 2 раза, про Фредди фильм посмотрел. Прям шикарный вообще фильм, да. Ну, в общем, вот так. Мы все приложили так или иначе руку к текстовой составляющей, но в основном это я и Зверь, и это по-разному происходит. Песню «Навеселе», например, я в душе придумал за «Навеселе», песня с «Нам нужны перемены» с 17-го года альбома. Я ее реально придумал в душе, что-то стою в душе, как бы там это самое, мочалка такой бодрит. Дима стал богатым, там что-то... И все, и пошло. И просто первый куплет, он родился, пока я там мочалкой, короче, это самое, то есть я на автомате все делал, и голова надумала этот текст. Вот. Нужно визуализировать, да, вот это. Как-то да. Я буду богатым, я буду успешным, и как бы и бодрит. Нет, песня, по сути, тоже про навеселее. Вот. Ну, я пытаюсь вытянуть что-то высокое. Это тёлки. Давай. Это тёлки. Ну, давай ближе к реальности. Мысль на веселе был. Ну, вот. В общем, в душе, даже иногда на том самом золотом унитазе, которого нет. Ну, много песен, я думаю, написано, все такие, блин, как же он писал эту песню? Наверное, себе представляет, он сидит такой на окне, листик падает, он такой сидит, смотрит, записывает. Он открывает блокнот, карандаш. Открывает окно, ловит этот листик. А на самом деле он сидит такой... Как бы родить хит! Хит, выходи! Хороший куплет, сам не выйдет. Вот, как хорошо сказано. Да. Слушай, а как вообще к музыке? Вот вы, понятно, читаете. Ты к музыке имеешь отношение? Ты там чувакам говоришь, типа, бар это возьми под человече, что это такое? Или вы этого не касаетесь? Чуваки играют и такие, нормально? Нет, у нас очень такой подход дотошный стал с годами. То есть на начальных этапах, в первые годы, как-то было вседозволительно, там,
удалось ударяться в креативы во всякие, что-то там мимо ноты, как бы записывали, даже есть там на первых альбомах недочеты. Ну, это можно сказать, что это гранж просто. Где-то, как бы, да, гранж, конечно. Рэпкор, гранж, одно и то же синоним почти. Гранж. Ну, русский рэпкор, немножко своя специфика. В общем, играли так, там, блин, ужасные реально партии есть. Кривые читки, не в те доли, но слушается в целом как какой-то артхаус. Это артхаус, очень аутентично так заходит. Потом где-то, вот в 8-м году мы начали, где-то, наверное, году в 12-м у меня такое чувство, что мы начали уже на качество работать, стараться замечать все-таки ошибки по нотам, ошибки партии и так далее. Но даже сейчас, спустя годы, все равно там мы сидим с Тёмычем на студии, что-нибудь разбираем. Он говорит, и разбираем какую-то демку, которая была записана, там, не знаю, 2 года назад. И он говорит, слушай, говорю, давай, типа, вот допилим ее. Он говорит, блин, да там надо, короче, все перерабатывать, все говно, типа. То есть 2 года назад писали, это казалось нормальным, но сейчас почему-то это все говно оказалось. Ну, это видишь, когда ты растешь, предыдущий, кажется, уже. Ну, вот отвечая на твой вопрос, резюмируя, я, наверное, далеко не самый музыкально подкованный человек в группе. Если проводить параллели, не знаю, наверное, как Гаркуша для аукциона, который, мне кажется, тоже инструментами не особо владеет. На гитаре я могу сыграть, там, аккорды 10 я знаю. Но зато его знают все. Его знают все, шоумен. Мы, кстати, тоже с ним общались кучу на фестивале, как в клубе Гаркундель, много лет назад мы участвовали. Были, ну, потом, может, обсудим еще. А так, я походил. Вот мы на Лиговке сейчас сидим, да? Можно было афишировать? Ну, адрес не особо можно. Адрес не буду говорить цифры. Да, просто можно было, знаешь, сидим на Крестовском острове. В Лахта-центре сидим. В Лахта-центре, в этом строящемся. И такие, знаешь, там собаки под окном. Охранник привел собаку, не знаю, зачем она в Лахта-центре. Ну и на Лиговке как раз, на той Лиговке, где мы не сидим, была школа музыки, забыл, как она называлась. Пошел я туда что-то год назад, по-моему, я отходил несколько месяцев на это. Скиллы ты решил повысить, да, свои? Я думаю, музыкальный свой повышу. Короче, думаю, надо вот на... Я купил себе MIDI-клавиатуру в очередной раз. У меня была куча лет назад, я ей не попользовался, что-то там пописал какие-то свои демки тоже, музыку, там биты какие-то делал, потом завязал с этими приколами и продал ее. Думаю, что она у меня пылится, продал. Потом, думаю, прошло много лет, думаю, куплю я опять эту MIDI-клавиатуру. Сейчас пойдет, сейчас я опять буду писать. Приходят на репетицию пацаны, а там ты сидишь такой с усами в белой майке, такой, знаешь, пианино, такой, мама! Я хотел... Что происходит? Идея была такая, всех удивить, поразить, да, своих самых близких людей. Но походил я несколько месяцев, ходил, видимо, не так часто, как нужно. Короче, все выветрилось. Я, наверное, смогу сейчас там эту мелодию, там, одну из тех, что мы разучивали, сыграть. Короче, мораль такая, что если ты чем-то хочешь заниматься, этим заниматься на постоянке и долго. А так браться, как бы, там, типа, потеребить, отпустить, как бы. Так просто это не даст. Так просто не дастся. На гитаре не увлажниться. Не увлажниться. Ты на гитаре вот поиграешь, а потом забросишь так, на полгодика, и такой начинаешь опять играть, такой... Мозольки. Больно? Типа, больно, да. Как я раньше играл, да? Ты раньше играл каждый день. А сейчас ты не играешь, и пресс ты не качаешь. Ты ничего не делаешь, поэтому и пальчики больно. И такой раз, такой мимо нот, метроном не попадаешь, такой, да? Да, кстати, на гитаре получше получается все-таки, видимо, чаще просто ее в руки беру. И поэтому ты начал петь. Хватит читать, начал еще и петь, ты говоришь. Петь я... Да пел я всегда. Пел-то я всегда. Пел я всегда. Они ничего не понимали. Говорят, лучше читай. Читай получается. Поешь, да? Мои навыки, наверное, певческие развиваться начали на уроках музыки, кстати, в школе. И тройбаны получал. Развиваться они начали чуть позже, благодаря кружку театральному на английском языке. Мы ставили мюзиклы, это реально была сильная школа, потому что это было постоянно. Неважно, как ты там себя вел и что ты там делал, то, что ты уже сказал, это уже круто. Чувак, мюзикл на английском языке? Да, там. И ты тут такой, что ли? Это было... Какой мюзикл? Все, что я помню. Да. И ты не попадаешь в ноты вообще.
Просто стой молча и открывай рот без звука. Такой, есть. Так и будем. И рэп свой не читай. И рэп свой не читай. Да я просто закурить. Ой, я же не курю. Вот, а если серьезно, то там получается несколько лет, я с 8 класса, 8, 9, 10, 11, 4 года я играл в мюзиклах, и мне давали ведущие роли, там даже в паре, получается, как бы почти главные, ну, такие, наверное, первостепенные. И это была прям сильная прокачка, во-первых, моих скиллзов по английскому, во-вторых, и пение как-никак, потому что пели вживую, пели под синтезатор, и эти 4 года я очень благодарен вот этому кружку, Татьяне Александровне Богдановой, которая им руководила. Прям, ну, сильно во мне, наверное, какую-то уверенность подняли. И когда пришло время, то самое время, тот самый момент, когда я посмотрел «8-ю милю» в 11 классе, я понял, что... Это мое. Ну, типа, это я. Да, и все. Я понял, что время пришло миру узнать новую легенду. Шап такой идет. Капюшон, да, короче. Куда пошел? Эти Отстаньте. Купчинские улицы, короче, мир не понимает. Вот. Ну, это было золотое время, вот, а потом, да, 3 пули, несколько лет спустя. Так что пел я но с нотами... Я думал, потом 3 пули, ты скажешь, как что-то как 50 Cent, типа, меня там... Стреляли. Меня стреляли, это там сюда попало, это сюда, и вот 3 пули, и я их вытащил. Вот так нужно представлять, как родилось название. Меня стреляли. Ну, слушай, на Кучера. Вот знаешь, вот, как, ну, стреляли, это Россия, ты посмотри, что происходит. Ни одной новости, чтобы кого-нибудь нашего там плешивого рэпера реально подстрелили. Ну, нету. А американцы... А ведь всем хочется хоть по одному. Черт подери, в том-то и дело. Сколько можно? В том-то и дело. Развелось, блядь. Ну, это, конечно, черный... Хотя бы ты ему дайте. Это, конечно, не стреляйте. Даже черный юмор, но они настолько ужасны, то есть слушать невозможно. Особенно новая школа, вот это... И тюн вот этот, который... Автотюн? Ну, кому-то можно... Мы, кстати, тоже иногда с ним заигрываем. Начали заигрывать. С автотюном. Как этот, со Snoop Dogg, да? Там? Ну, он-то это сделал, когда... Snoop Dogg никто не сделал, мне кажется. Не, это был крутейший трек. Я даже был на его концерте. И был это год, наверное, кстати, 2008, наверное. 2007 он приехал в Питер, выступил в Ледовом. Ледовый не был, кстати, забит. Мне кажется, даже Баста собирает весь. А Снуп приехал и собрал там... То есть как-то странно. Кто в рэп-то не узнает, а так... Басту-то сейчас все знают. А я думал, ну, то есть Limp Bizkit собрал, как бы, получается, Limp Bizkit, да. Снуп, наверное, это все-таки больше про рэп, а рэп, наверное, он, ну... Тогда он не так. Это сейчас там наши супер, типа, топовые собрать могут все эти большие площадки. В общем, был прикольный концерт. Прикольный он был еще тем, что... Пицца была хороша. Газировочка. Точно, я вернусь. Прикол концерта был в том, что играл Снуп живьем. То есть там у него басист-барабанщик. Для меня это было откровением. Я не знал, что будет живой концерт. И тогда еще мало, по-моему, было такого, чтобы рэп-коллективы брали живых музыкантов. Это... У них-то, наверное, было. В Америке это я давно слежу. Там очень много кто, в принципе, играл вживую. Для них это норма. Ты типа делаешь цифровые аранжировки, выпускаешь как бы все, ну, цифровое, там записанное на синтезаторах, там, на программах, а играет у тебя вот это все вживую, то есть там с гитарами, с барабанами, на синтезаторах там живых. Очень прикольно, но для меня это было открытием. Я такой, о, нифига себе, куда я попал, круто. И мы поймали с басистом Ильей тогда бутылку, которую кинул их барабанщик, по-моему, когда уходил со сцены. Булик? Уходил по сцене, и мы ее превратили в священный булик. Не, я думал, он сам докурил. Нет, он кинул бутылку минералки, там она была целая. Вот, мы ее прямо закрывали, мы ее прикрыли. Не курил? Во время концерта, я думаю, что, наверное, показывал пакет. Наверное, это... No, shit. Наверное, оговорено было это все-таки, мне кажется, да, с соответствующими органами. Здесь не курит, он говорит, да ладно, ну... Snoop, motherfucker, not today. Такой. А он еще тогда, я помню, шарфа, кстати, про футбол. Помните, да? Охране там, в газельке своей курить будешь. Где там автобус твой? Ну, в гримерке, кстати, все можно, в принципе, наверное, поэтому... Вот, еще помню, у него эта перчатка была, типа, золотая, с микрофоном. Ну, типа, микрофон, прям перчатка, он, типа, одевает перчатку, и в ней, как бы, микрофон.
Ну, как раз, да, Как да, золотой привычка. унитаз, только перчатка с микрофоном. Ну, ему можно. Да, В Снупу принципе. можно, конечно, он крутой. Он сейчас Death Row Records выкупил. Ну, как выкупил? Она... Death Row — это где Тупак, там, где Доктор Дре. В общем, все вот эти звезды начала 90-х, конца 80-х, начала 90-х, там выпускались. Потом там был такой мужик, Night Dog, такой типа страшный гангстерский мужик, который там много чего намутил такого, что за что потом присел на много лет, только недавно он откинулся. Он сидел реально кучу много лет. Да, поэтому ты тоже потише тут. Ну, у меня нету... Провели подкаст. У меня лейбл Паша? нету. Такая Лейбл ситуация. своего нет. Вот, и он как бы выкупил его, и типа стал... И типа сейчас Снупа я видел, вот VPN иногда включаю, смотрю, что там творится. Ребята там... Ну, За бугром? за бугром, да. Ну, они там пока не загнили еще. Да, не, ну вот Снуп сейчас... Снуп сейчас, Что, загниваете? Не, ну, думает... Говорит, пацаны, зашлите немного, там что-то с Казахстана. Нет, ну там уже все загнило, как бы, но Снуп, он еще нормальный. За Снупом можно следить. И вот он фильм про себя. Universal, короче, договаривается, типа, ну, красавчик, что, пора уже. Он уже. Ну, правильно. Слушай, ты что-то мы от Снупа ушли, ты же петь начинал. Так вот, про пение. Ну, это нормально, мы лавируем просто, это же беседа. Лавируй, да не вылови. Какие скороговорки ты знаешь и используешь перед записью или концертом? Или как пойдет? Не скороговорю. Не скороговорю, хотя... Ну, или просто там... Хотя люблю быстрый рэпчик, там, типа... Ну, перед концертом, чтобы язык не заплелся. Это самое лучшее упражнение перед концертом, чтобы язык не заплелся. Коньяк? Не бухать. Чуть-чуть не совпали. Ну, были близко, в принципе. Нет, Бухать или... Нет, не бухать сильно до, хотя бы так, можно сказать. Ну, Потому а что, что? конечно, если ты выпил сильно до, а такое случалось, скрывать не буду, как бы ошибки, мы все учимся на них. Потом можно испортить концерт. Может случиться концерт, на котором ты даже не вспомнишь ни одной своей. Можно выступить на другом выступлении. Такое было, да, можно выступить в другой вселенной. Точнее, у вас ваши вселенные как бы будут существовать вместе, но как бы они будут отдельно друг от друга. Но это еще вот последним ставит, совсем же вот это прям испытание. Особенно если есть в коллективе, если человек, который он такой говорит, мне надо выпить, ну хотя бы немножечко, хотя бы кружечку, одну, вторую. Ну, невозможно столько на фестивале сидеть Ну, сухим. в конце же круто, потому что... В конце круто, да. Потому что... Когда ты человека будешь, мы выступаем. Все круто. Ну, круто еще. Но без меня. Остальные же тоже накидаются к этому моменту в последнем. Ну, не, ну если все поддерживают, то есть, то если это если такая... все будут мычать в унисон, то, Там в принципе, успех. Да. Потом Рейф удался. цыгане выходят, там, ребята, играем. А как у вас вообще были такие какие-то зашкварненькие истории, где там, может, вы чересчур перепили или не допили, или слишком грустный был день рождения группы, концерт в честь дня рождения группы. Но я, по-моему, там отметил все возможные праздники, которые были вот в этот день и около уже. Я так знатно упоролся накануне, не спал. На следующий день выступления что-то мы там порепали. Я уже был не очень в форме. А когда пришло время выступать, как бы я плохо помню, но потом я смотрел видео. Интересно было? Я не знаю, есть ли это видео где-то сейчас в сети, естественно, мы его не выкладывали. Вот, а там было сидение на колонке. Все такие, вот ждет чувак, как играет, вот выступает. Видно, что артист. Это что-то, слушай, это что-то в районе, по-моему, ну, там, не знаю, может, 15-й год тоже. Вот прям, мне кажется, это был самый эпицентр вообще вот такого отношения какого-то наивного, наверное, ко всему. Потом он потихоньку прошел, и сейчас уже такого себе не позволяем. Ну, а вообще, что как у вас какая-то гастрольная деятельность такая была, туровая? Откуда можно было что-то рассказать или сказать, допустим, стал? Прям так туры-то мы глобально не мутили, чтобы там Ну, понятно, что там это самое, и там Сахалин, нет. Наши поездки, они были точечными, как правило, и самые знаковые, наверное, поездки, выступления, это были Доброфесты, несколько, по-моему, 3 Доброфеста, на которых мы участвовали. Хороший, крутой фестиваль, там много интересных групп, и мы, правда, выступали всегда на красной сцене, основная зеленая большая сцена, а красная небольшая, там, ну, там в то же время и Йорш, например, и Пурген выступали, и Дельфин на красной сцене, то есть ее нельзя сказать, там, сцена для лохов, у нее просто немножко другая специфика, видимо, аудитория меньше.
И туда, вот как хедлайнеров зовут там Дельфин, не знаю, Ерша, Пурген, и как бы мы там тоже на подхвате. Там, первый раз, когда мы приезжали, мы вообще с утра выступали, встали там в 11, почти все с жуткого похмелья, отыграли, дальше стали радоваться. Ну, как будто, знаете, приехали вот потусить на фесте и между делом поиграли. Ну, зато поиграли и свободные. Уже не весь день, знаешь, в таком ожидании, что нельзя расслабиться. С плеч долой, как говорится, из сердца вон, и можно снова откупоривать. И ты уже в толпе вместе со зрителями поддерживаешь другой коллектив. Там Сплин выступал накануне, и там прям на этом Сплине мне казалось, что там какой-то Бангкок. То есть реально ночь, куча народу, и мы пытались пробраться к сцене, и я на это махнул рукой, потому что просто куча народу, там несколько тысяч было так плотно, и все это как бы open air, и куча бухих людей, но все на позитиве, то есть там, прикольная атмосфера. Прикольная атмосфера. А последний раз, когда мы на Доброфесте выступали, нам уже дали хорошее время, там что-то в районе 5 вечера, что-то перед Пургеном, по-моему. Вот, и там народ потихоньку как раз стал подтягиваться на вечерние уже группы там основные. Ну и мы сыграли там, более-менее публика была такая адекватная. А еще разогревы Limp Bizkit-то те самые. Фред. После этого уже можно было, в принципе, забрасывать деятельность. Мы расскажи, интересно, что как было, как вы туда попали. Ну, как попали, вот это прям... Продюсер с волосатыми руками. Заебушка. С волосатыми ладошками. Есть ребятки, хорошо играют, ты же понимаешь. Или как это было? Это было все честно. Или Фреду написали ВКонтакте. Да, Фреду он такой, йоу, братва. И песню ему посвятили даже. В общем, «Борщ» называется. Не видел, нет? «Борщ». Да будет борщ. Да, в общем, и там прикольно мы снимали эту песню. Ну ладно, сразу расскажу про «Борщ». Давай. Короче, мы решили обратить внимание Фреда на себя во время вот по ходу дела, вот когда история началась, что идет отбор на разогревы Limp Bizkit. И группы многие поняли, что это возможность засветиться. Все-таки там попадешь, разогреешь Limp Bizkit, наверное, как бы очень хорошо, и опыт, и какой-то хайп. Хотя тогда вроде слова хайп еще не было. Но все чувствовали, что это такое. Все чувствовали. Не могу слово подобрать. Сформулировать, да. Ну вот. Мы решили видос записать. Там частично мы его сняли на студии, где мы там с микрофонами, с гитарами там, попрыгали, поизображали, покорчились. Частично сняли дома, я готовил реальный борщ. Вот. Блин, борщ — это крутая тема вообще. Борщ хорошо, с чесночком, мяско. Вот. В общем, готовил борщ, и мы сняли то, что... В общем, суть, что типа вот мы узнали, что Фред любит борщ, что его там Ксюша, по-моему... У него, по-моему, что-то жена была какая-то. Девушка, жена, не помню. Знаешь, что Ксюша украинка, да. И, в общем... И он полюбил борщ. Он полюбил борщ. Она говорит, что за бургеры? Ну, сейчас я тебе приготовлю. Вот, он на борщ подсел, и с тех пор, мне кажется, он странный стал, если там посмотреть за его инстаграмом. С тех пор он странный. Нет, посмотрите инстаграм Фред Дёрст, он там реально какие-то странные вещи делает, то есть, не знаю, там... Может просто, там, не знаю, в камеру как-то одеться вообще непонятно и в камеру смотреть. Ну, у него шоу с переодеваниями, да, началось. Я обратил внимание, это кто такой? А где кепочка, друг? Отсылка к 70-м еще какая-то идет, там, ко времени, когда вот эти там очки Лас-Вегас, вот это что-то, ну, такое. Ну, может, кризис среднего возраста, ну, такой, не знаю, мне кажется, он угорает. Или сошел с ума. Да, мне кажется, да, тоже угорает. Хотя, не знаю, через 10 лет, ты знаешь, такой... Сам уже не заметишь, как больше. Сидишь, да, с таким воротником, брюки клёш, такой с сигарой сидишь, там что-то вытворяешь, образ непонятный. Ну да, посмотрим, поживем, увидим. Пока что можно вот брать как ролевую модель на будущее. Ну так и что, написали ВКонтакте? В общем, это отдельная история про клип. Мы сделали такой клип, и его использовали на определенном этапе своей, наверное, этой программы подготовки к тому, чтобы занять место, на сцене перед Limp Bizkit. Там было несколько этапов. Первый этап был вообще подача заявок. Куча групп подавала заявки. И в итоге, по-моему, там был пул из примерно 100 или даже точно 100 групп, за которые голосовали. Из них, по-моему, отобрали 10. Ну, там, короче, было ВКонтакте голосование. На каком-то этапе мы попали. И, честно говоря, вот, положа руку на сердце, из всех групп, которые пытались туда попасть, наверное, групп 5 были реально
стилистики, Мгм. то, что бы зашло тем, кто присутствовал на концерте Limp Bizkit. Ну да, потому должно что быть хотя бы близко быть, что к этому, чтобы на одном вайбе быть, знаешь, на такой, на волне. Потому что какой-нибудь рок, там, я ни в коем случае, ну, не принижаю достоинств других жанров. Не смей принижать. Вот, но... Не в этой комнате. Нет, рок, я имею в виду другие направления, которые без читки, например. Ну, я Ну, имею в виду понял, именно понял. читка, да. Мгм. Вот, там, где просто, не знаю, какой-нибудь... Вот такая штука, ну, это не для поклонников Limp Bizkit, это для части поклонников, да, Ну, возможно. понятно, да. Но не для общей массы, потому что там Качалось очень что-то. много попсеров, которые выросли на MTV в свое Роли, время, роли. которые слушали и Мадонну, и Limp Bizkit. И им Мгм. как бы кроме Limp Bizkit тяжелая музыка, ну, не заходит другая. То есть Limp Bizkit очень в удачное время попали, как Да. бы, и реально за счет этого и крутости своей музыки, и этого времени, и своих клипов, короче, они прям попали так, что вот могут еще приезжать в Россию, там, как Deep Purple, не знаю, собирать до конца своих дней хорошее количество людей. Ну и этап был, где голосовать уже нужно было ВКонтакте за меньшее количество групп, по-моему, 10. Ну, у меня крутится 25 или 10, и там отбирали уже 3. Скорее всего, 10, потому что 25 это было бы жирно. По-моему, 10 было. И там были достаточно хорошие команды. По качеству мы были далеко не лучшими. Но по жанру прям вот то самое, как бы то, что просто должно было подойти и без вопросов лишних. Ну и мы поднатужились, мы стали описывать, как это называется, своих друзей ВКонтакте, писали всем подряд, просили голосовать. Мы там реально сидели несколько дней по вечерам, там, не знаю, после работ, по несколько часов, и даже вот самый конец был, там можно было видеть эти голоса, как они растут, и у нас прям был такой вот замес какой-то группы вот на границе, там, 3-4 места, то есть мы на первое, по-моему, никак не попадали, там был слишком большой отрыв у группы, между вторым, третьим и четвертым там примерно что-то одинаковое такое было по голосам, и в итоге там все вот в единицы, буквально за последние часы до закрытия голосования, да, мы как-то поднажали, писали, там же еще такая опция ВКонтакте, я не знаю, сейчас тоже, наверное, есть, определенное количество в день не своим друзьям сообщений. То есть друзьям, по-моему, ты можешь сколько угодно в день писать сообщения. Если человек у тебя нет в друзьях, а мы писали тем, у кого нет друзьях, кто в группе состоит, хотя бы, да. Ну, в общем, использовали реально человеческие ресурсы. Не метод тупого спама, а реальная работа. Мы реально продавали нашу группу, чтобы попасть туда, куда мы хотели попасть. В итоге мы попали в эту тройку, и дальше легенда гласит, что эту тройку сам лично Фред прослушивал, выбирал сам и выбрал нас. То есть там какое-то время это все заняло, и вот как раз было это видео сделано, чтобы обратить его внимание на нас. Мне кажется, видос он посмотрел, и... В общем, и потом вы, собственно, еще видос с концерта сделали. Да, ну на песню там с альбома, кстати, песня называется «Три пули», как и наша группа, мы ее записали на первом альбоме очень-очень криво. Ну, этот самый артхаус, короче, начальных лет. А потом мы ее решили почему-то, я так до сих пор не понимаю почему, но мы решили ее записать нормально уже, четко, без этих артхаусных штучек, да, нормальными голосами, с нормальными барабанами, с нормальным сведением, и решили еще ее увековечить в видеоформате, наложили ее на нарезку с выступления Слимков. Это, кстати, нарезка с выступления в Питере. Еще могу рассказать про разницу выступления в Москве и в Питере. В Москве это вы в двух городах грели? Да, прикольно получилось так, что в Москве это был первый стартовый концерт их тура, и туда мы попали за счет как раз победы в конкурсе. А в Питере уже была непонятная ситуация. В других городах там тоже кто-то где-то разогревал местечково. То есть самый крутой вот этот конкурс был на Москву. Остальное, я не знаю, как они там решали. Мы не претендовали, естественно, на какие-нибудь там омские. А что это было? Стадионы? Где выступали? Ну, это были... в Москве это был Green Club, но он Стадиум, короче, он назывался. Не знаю, как он сейчас называется. Ну, Стадиум, в общем, клуб большой. Как, наверное, у нас А2. Может, даже побольше. Там 1006 человек пришло. Насколько я знаю. Прям народу было куча вообще в Москве. То есть там это реально народ забился прям очень круто. И я уходил в випку, потому что внизу нереально было. Там и они крутили эти
короче, Калаврату, вот эти все. Свои вот эти лютые штуки слаймерские. Поэтому я чилил, да, тем более после выступления хотелось только чилить, и я на втором этаже там тусовался. А потом Питер они где-то месяц ездили по стране, и в последней... в конце Питера уже был. Да, последняя точка у них по России была в Питере, и мы туда попали... Мы попросили одного организатора, который в Москве был, за нас замолвить слово, по-моему, по Питеру. По-моему, это было так. Я вот уже всех нюансов не помню, но он замолвил, походу. То есть нас позвали. Потому что мы с ним общались. Когда мы выиграли, он как бы с нами связался. Мы через него общались. Потом у нас контакт остался, мы его использовали, пообщались и попали на разогрев в Питере. Но в Питере послевкусие другое совсем было, потому что на нашем выступлении свет не горел, то есть не врубили, то есть мы как будто в репетиционном формате выступали. Народу Питер этот вял, Питер... А что за площадка на Питере была? Где площадка Сибур-арена. Тоже не маленькая. Да, она не маленькая, но, повторюсь, когда мы выступали в Москве, там вообще мы когда приехали в Москву к этому клубу, утром у клуба уже какая-то очередь стояла. Люди там со скейтами стояли, пили пиво, с утра ждали Limp Bizkit. В Питере мы когда подъехали, там, по-моему, никого не было в Сибур-арене. Я не знаю, Питер это такой менталитет. Вот то, что мы обсуждали про стадион, про наш. Народ в Питере не торопится никуда. По-моему, все да ладно, придем ко второму тайму. Там что, холодно стоять? Да ладно, они там брейк став сыграют в конце. Все равно, да. Вначале все равно хуету какую-то будут играть, новую, наверное. Пока там, или разогрев этот сраный, там, крикули, какие-то. Ну и народ реально, вот если мы играли в Москве, там был фактически, не то чтобы весь, но, наверное, 5000 из 6 было, 4 точно было. Больше половины клуба было заполнено, там потом подтягивались люди, да, понятно, опоздуны эти всякие. А в Питере это было так, что перед нами стояло, я не знаю, человек там 300, 200, я не знаю, было мало. То есть было ощущение, что мы выступаем в пустом... Но потом все-таки забилось или тоже было не полностью? Когда Лимпы выступали, забилось, но такое жиденькое было. То есть я думаю, это было, наверное, 1003 людей. Так вот, по ощущениям, как будто это было раза в 2 меньше, чем в Москве. Тоже движ был, но именно конкретно на нашем выступлении народу было мало. Кстати, еще там замутили такую тему на первом концерте в Москве. Выступали мы, слава богу, мы выступили первыми. Была еще одна группа разогрева. Знаете кто? Название, я не вспомню, но это группа... Тогда не узнаем. Нет, вы узнаете, это группа Никиты Преснякова. Все, я понял. Не помню. Они уже тогда играли? На английском, да. На английском они пели, и сейчас, наверное, поют. В общем, и их поставили вторыми. Наверное, с целью того, что, вторые поближе к Лимпам, народу побольше будет. Народ, такой приходит, все, 3 пули закончили, сейчас будет Limp Bizkit. Нихера. Я не знаю, вот это же логично, ты сам понимаешь, да, что это, облом, не облом, а какой-то наеб людей, которые пришли и ждут Лимпов. Ладно, дали вам одну... в афишах не заявлены были? Нет, не заявлены были, наверное, где-то там в постах мелькала какая-то инфа, но по факту мы даже Nevermind, что ли, группу? Не стали краску тратить. Короче, мы так были рады, что мы первыми выступили, потому что мы вышли, люди взбодрились. Не было прям такого, что вау-вау, но люди, которые были в первых рядах, там прыгали, то есть их разогрело. Мы по стилю очень похожи. Очень близки. Очень близко. Да, понятно, что там технически и так далее. Звук, естественно, был не как у Лимпов. И, наверное... Это же есть такая тема, что оно как будто бы, знаешь, они же намеренно немного тише делают. Конечно. На разогревах всегда чуть ниже, на нормальных разогревах, на нормальных мероприятиях всегда не хедлайнеров делают чуть тише, потому что хедлайнер должен произвести какой-то вау-эффект. И в итоге там тоже так было, но люди прокачались, мы видели отдачу, это было, наверное, самое крутое в моей жизни в плане сцены, и хоть это был не наш концерт, прям мы не были хедлайнером, но это было круто, потому что народу было до хрена. И большинству эта музыка зашла.
А вот насчет второй группы уже как бы там мы наблюдали немножко другие настроения, и сама музыка другая, как бы там пение, там читки не было. А потом самый гениальный ход организаторов был показ от Маши Цыгаль. Это что за карнавал там? Что за безумие? Такие, подождите, еще там уже все пятые. Где Фрэнс? Сектор приз на барабане, блядь. Короче, реально показ от Маши Цыгаль. Этого никто даже не мог предсказать, этого никто не ожидал. Там уже Фред Дорс подходит такой, говорит, мы когда выступаем-то? Что, сейчас медведи пойдут? Какие-то балалайка, сумочки, что-то там показывали, какие-то эти самые одежды, я не знаю, что-то я все это не смотрел, как бы из зала, я в это время был за кулисами, но я узнал об этом, потом тоже как бы люди обсуждали, то есть это народ вообще взбесило, там, по-моему, там кидали, и, по-моему, в Пресняково уже что-то покидывали, по-моему, там, в нас, кстати, вообще ничего не кинули, это прям респект, считай. Ну да. Такая, как бы, куча, такая толпа, они тебя не знают в основном, но ничего не кинули, это круто, это успех для нашей аудитории, российской. Потому что частая история, что же разогрев... Ну да, пиво там летит, людям не жалко, как бы, они пиво кидают, ну то есть, да, нет. На попей, мне не жалко. Ничего не прилетело, вот, в этих вторых летело, не знаю, что там с Цыгаль вообще, ну жива, наверное, стала, там выпускала что-то еще после этого. Короче, они промариновали реально больше часа людей, причем с начала нашего выступления. Мы там сыграли минут 15, наверное, мы играли, а может даже 10. По-моему, песни 4 было. Не помню. Там некоторые песни были так в одну скомпилированы, что это типа не целая прям песня, а так, чтобы люди и это послушали, и мы это сыграем один трек, но в нем будет весь альбом. В нем будет весь альбом. На полчаса трек. У нас там компиляция была. Ну вот. Артхаус. Ну типа того, чуть-чуть, да, там хитрости есть свои. Ну и выхлопа, конечно, особо не было как такового, но чувство некой удовлетворенности и сам факт уже никто не отнимет. Вот. Так, ну а удалось-то с кем-то руку пожать? Ну вот самая теперь для меня... возле трейлера... Для меня обидная часть. В газельку-то стучали. За трейлер, сходить с Фредом за трейлер, там это... На травку вдвоем. Ты не знал моих особенностей. В каждом городе я отвожу человека за трейлер. И мы с ним смотрим на звезды и отливаем. В общем, я должен был... Так получилось, что билеты мы покупали как-то отдельно. Нюансов я уже не вспомню, но приезжал и уезжал я отдельно. Я там с подругой ехал, и как-то мы там типа как-то не укладывались, и вроде билетов не было на тот поезд, на котором парни уже поехали, что-то там не вовремя, ну короче, не попал я. Я приехал чуть после них и уехал чуть раньше них. А они остались там, то есть я отыграл, я там попил, пару пива выпил, посмотрел на концерт, и, по-моему, как только он закончился, нам уже нужно было, там, час оставался до поезда, и нам там до вокзала еще, полчаса, ну, то есть как раз вот все надо было. Мы поехали с девчонкой, а парни остались, и после этого появилось легендарное фото, где они с Фредом. Меня там нет. Как же так? Но потом я как-то немножечко восполнил пробел. И в Питере после концерта я с Джоном Морто сфотографировался уже. Да, парни так что, поговорили или что? Да нет, он там Он им сказал напутствие, типа, молодцы. На карты присели, водки в***ли. Да. Нет, такого ничего не было. Сказал парень, ничего лучше не слышал, поехали к нам. Да, классно играете, что, ребята, может... Поселю вас там в Калифорнии, будем снимать клипы вам. А то себе-то уже наснимали. Деньги некуда девать. Нужны новые эти самые, свежая кровь. Ну, в общем, там так, если бы я там был, я бы, наверное, с ним переговорил как-то, потому что там и с английским ребята, наверное, послабее было, как-то они, наверное, менжевались. Вот. Ну, не срослось, короче, они с ним там парой фраз перекинулись, а в Питере не получилось, там охранники не дали. Фред там прошел куда-то, я с ним там тоже сказал, круто было, он говорит, да, спасибо, что ты ушел. Ну, он шел. Да, принеси мне кофе. Принеси нам это. Сказал, сынок, да. Мы с ним договорились, какие-то планы обсудили. По новым трекам, по записи клипов. Да, мне там делегировал одно очень важное дело. В Калифорнии, да. Ну, в общем... Остальные вышли, там музыканты, вот барабанщик, потом басист, не знаю, Лидл,
Не помню. У них не Lidl, по-моему, тогда пилил. Не помню. Ну, в общем, с Джоном Отто сфоткался, да. Это есть. Эту фотку тоже никто у меня уже не отнимет. Мы это ее покажем. Все видят. Ну ладно. Не просто как на весь экран. Чтобы подтверждение было. Чтобы было подтверждение. Пруфы в студии, а то непонятно, кто сидит, что говорит. Ага. Пришел какой такой про футбол начал, потом Олимпийский, какой-то инфо-цыган. Ты про что рассказываешь? Начал за здравие, кончил за Олимпийский. Слушай, ну, крутая тема, что сказать. Такой опыт богатый. А что по нашим мэтрам, с кем еще играли, пообщались, совпало как-то отношение, когда ты смотришь, как вот эта величина, вот это что. Мэтры, это у нас там, не знаю, что ДДТ. Ну, Юлианыч. Для всех свои мэтры. Для кого-то Киркоров мэтр, понимаешь? Наши петрозаводские друзья сами, насколько я понял, как-то там общались, попали в какую-то подборку, там, в Трибют, по-моему. Им предложили, или они когда захотели. Мы-то нет. Ну, с кем выступали? Ну, Ёрш. С Ершом мы выступали как-то раз. 7 штук баксов. Концерт был тоже с ними как-то раз в Питере. Мы с ними в Цоколе. Остальные солянки, это уже так было. Вот, как я все хочу, чтобы ты сказал, какой классный мужик оказался. Или оказывается, а выглядит прилично. Кто ты? Нет, я имею в виду про тех, с кем ты играл. Я не знаю, что ты скажешь потом. Ты придешь 3 пули, блядь. Позвал, чувак, вроде нормальный был. Какой он оказался. Самоирония, она же вообще, в принципе. Когда ты слишком серьезный, это еще смешнее. Когда ты пытаешься быть... На серьезных щах люди... Важные, серьезные. Люди не, на серьезных щах что-то это, не знаю, пусть они бизнесом занимаются. Слушай, бизнес, а как по английскому-то языку? Ты же говоришь, шаришь, мюзиклы ставил, участвовал в мюзиклах. Ставился мюзиклами. Да. Выпустить англоязычный альбом. О, да, кстати, отдать Фред Дорсу, послать ему, опять же. Да, ему что-то обсудить, видишь, Одноклассник. Думаешь, он вообще что-то изучает? Написать ему, сказать, слушай, борщ. Там кодовое слово. Hey man, remember, it's man from the борщ. Да, да. Сейчас уже, кстати, отходит эта история с тем, что на английском языке группа поет. Потому что в основном-то очень много, как говорят, что типа сейчас у меня будет больше аудитории. Сейчас как все начнут слушать. Может, и нельзя петь будет. Может, на чужом мы не поем. Не скрепно, да? Нет, я вообще объясню свою позицию. И ее поддерживает, разделяет моя группа, судя по всему. На английском прикольно, конечно, было бы что-то делать, но я не носитель языка. А было бы прикольно, я не супер круто пою, там, я условно не Честер Беннингтон, чтобы действительно что-то там певческое делать. Певческое, да, можно распевать, там несложно технически, можно это исполнять. Но, наверное, лучше это делать на русском. Мы бы, ну, если бы и делали, то мы бы делали все-таки тот же примерно жанр, там, с рэпом, да, совмещали бы живую музыку и читку технически крутую исполнить, не будучи носителем языка, это сложно сделать. Зачитать вот эту тарабарщину... Еще это там половина слов там носитель не поймет, скажет, что он пытается сказать. Да ладно, там то, что Лазарев там и Билан пели, там тоже не супер, и Алсу как бы слышно немножечко. Ну, там не читка, видишь. Ну, там не читка, а на читке это да. На читке это там очень много слов, и там такое дробление, нет, можно в стиле там Run DMC, или там, не знаю, или как кирпичи, там Hey, you come to me, I will take you to the sea, как бы, знаешь, вот такую фигню можно делать. Это, как бы, простите, нет, это неинтересно. И это никому не нужно, наверное. Ну, особенно там. Хочется делать, особенно там. Нет, возможно, что-то в стиле там... Сейчас же, кстати, заходят какие-то вот эти нуарные темы, типа винтажные, точнее, правильно их назвать, какие-то там вот это «Малиновая лад», ну, это же, по сути, трек из 90-х. У них заходит? Но это у нас заходит. Ну, я это и говорю. Все равно же ориентируется все-таки на Запад, когда на английском языке вряд ли ты ориентируешься на русского потребителя, который мужик сидит на заводе, такой, да, я все понял. Ну там тоже просто есть моменты, как бы ретро-вейв, он немножко становится актуальным. Опять же, все идет по кругу чаще всего. Циклично. Мы надеемся, что и волна олимпийских и рэп-кора тоже накроет. Надеемся, сейчас рок попрет. Трэвис Баркер не дремлет, он же там пытается всех рэперков-то переобуть, и они начинают панк-рок играть.
И они говорят, ты что, читка? Он, походу, У этого меня есть. всегда вот здесь было. Походу, вот и- гитарочка вот здесь сидела. Есть такое дело, да. Еловулфа, И- походу, он там поработал с ним. Ну, он, знаешь, как этот, внедряется на чужую территорию, такой диверсант. Говорит, блин, а он не пробовал на гитаре играть? А? Отлично, смотри, Чуть пожив, Выкинь драм-машину, смотри, что есть, братан. Оба, палочкой крутит, они, ебать, палочками крутят, вообще, это Ну, просто... реально, как диверсант, правильно говоришь. Я, кстати, об этом, да, не думал. Ну, я не так, что прям там сильно изучаю, что он делает, я там слушал, опять же, там, с Yellow Wolf'ом треки его. Вот, а Yellow Wolf сейчас что сделал? Он какой-то стал делать какую-то, ну, рокерскую тему там. Ну, самый известный пример это Machine Gun Kelly, который вот этот Тоже, сивый да, чувачок, вообще тут что-то гангстер-рэп был. Потом раз что-то вообще, блин, 182 какой-то пошел. Гитарки пошли, да. Весь альбом причем такой разный. Ну, такая, да, немножко трансформация. Ну, это прикольно, кстати. Вот таких музыкантов я уважаю. Даже несмотря на то, что там тот же Machine Gun мне не сильно как бы и нравится в плане... Я хотя не все слушал, может быть, что-то найду прикольное. Бывает там один альбом. Каждому можно найти. Конечно. Даже у Киркорова. Вообще-то я еще... Помнишь? А, Шикадам. Это... Хотя это не его. Это же Таркан был. Йоу. Прервал какой... Мам, я на подкасте. Я попозже освобожусь, тебе перезвоним, хорошо? Ну давай, да, все в порядке. Дома буду через пару часов, наверное. Давай, пока. Я же обещал выключить. Да, ты же говорил. Вот. Ну, мне не так много. А что ты не сказал, что ты у Дудя? Только мам. Сказать, мам, я у Дудя. Хотя она бы сказала, опять дуешь? Нет, дудь, ну ты же известный. Нет, опять ты часто к Дудю ходишь. А этот Дудь, сейчас у меня этот не из этих. Да. Только вчера я понял, что мне очень, оказывается, нравится трек «Атлантида». Ну, то есть я почему-то просто сижу, что-то там делаю, не знаю, и вдруг не помню. там «Ты скрылась из вида, Атлантида». Типа, ну там та-та-та, как был счастлив в тот день и в тот миг. Что-то. Я понял, что, ну, вот вспоминаю вот эти строчки, они как-то мне в мозг вот так выбрасывались. Я понял, что какие-то хорошие строчки, хорошая песня, композиция для того времени крутая, и там, ну, и она спета красиво, ну, не будем... Ну, я понял, ты покуриваешь до сих пор. Отрицать! Не будем отрицать гений Бедросовича. Бедросович, Как он вышел-то сейчас, вот недавно там в Казахстане, как он вышел? Он гениален, черт побери. Он может себе позволить? Как он вышел? Посмотри. А, это вот что-то он там цветами угостил кого-то, да? Еще нет, это цветами он там охраннику надавал, который там с фанатами плохо обходился. Ну, что-то там. А потом говорит, только я имею право здесь фанатов. Нет, как он вышел? Своих. Подожди, давай тогда. Можно же, да, будет использовать. Смотри, вот давай. Сейчас. Киркоров, Казахстан. Как вышел? Как вышел? Смотри, ключевые слова. Так, вот кого мы возьмем. Вот кого мы возьмем на YouTube, да? Чтобы на канале писал эти видео все эти. Описание. Киркоров вышел. Смотри. Только сейчас. Смотри до конца. Жесть. Блин, ну знаешь, что-то в плохом качестве, но в общем вот он так вышел. Что геологическая сила? Он так вышел. Ну, модный человек. Слушай, ну ему можно как бы все. Ну круто. То есть я ничего в этом такого не вижу. Он интересный, ну, персонаж. И он, самое главное, старается оставаться на плаву. Он там с Тимати спел. Он вообще старается. То есть, опять же, уважение к человеку. Может быть, он противоречивая фигура, но к нему, там, к Валерию Леонтьеву, даже к Игорю Корнелюку уважение. Ну, то есть, как даже, в первую очередь. Я же тебе говорил не курить перед подкастом. Заберите его. Я про Киркорова начал говорить. Забирайте его. Подожди, почему ты не обратил внимания на Корнелюка? Корнелюк нормальный чел. То есть Корнелюк нормальный, но Киркорова мы тут... Немножко другая величина. Я согласен. Тот поэт, и более того, он был кринжовым для своего времени. То есть прям... Кринж.
кринж своего времени был, как он прыгал. Там клип есть, реально он там как такой мяч. Да. Помнишь, да? Да. Я угорал. Так и надо. Тебе говорят. Так и надо. Вообще круто. И там он был фаворитом Аллы Борисовны же одно Блин, время. можно было бы его вырезать вот здесь, чтобы... Ну да, на монтаже. и Киркоров появляется. Ой, нет, это Корнелюк. Опять. Короче, Корнелюк крут. Ладно. По Киркорову мы не достигли компромисса. Ну и не достигнем. Ну, это останется на твоей совести. Хорошо. И на нашей. Зачем? Ну что, были какие-то темки? Мы-то вообще говорили про читку, про Машин Келли, про Трэвиса Баркера. Я уже перематываю туда. Трансформацию. Ну про что вообще ты петь-то начал? Как? И вообще, сложно ты петь себе или как после читки? Не хочется читать? Ты, ну, чисто припев, да. Чисто технически очень сложно переходить, когда ты... В некоторых песнях это сложно, особенно когда певческая партия сложная и насыщенные партии сами по себе. У нас читка в принципе насыщенная. Опять же, говорю, там не там баба, детка, где-то репка, а там та-та-та-та-та-та-та, и там, ну, не продохнуть, не вдохнуть, не пернуть, короче. И ты вот дочитываешь эту партию, и дальше в динамике припев, который тоже довольно-таки еще и на других мощностях, там надо поддать, чтобы он был припевом. Вот. И мы, в принципе, в два вокала стараемся как-то это вживую давать вот этот жир там на припевах за счет там второго голоса подключающегося там на бэках и так далее. Но это технически сложно, потому что на мне как раз большинство таких вот кусков, где нужно и почитать, и потом спеть. Мне снится иногда страшный сон, что я остался один в 3 пулях, и все это один, короче, бою. И был такой период, кстати, я же был в 3 пулях на первом альбоме один. На втором альбоме зверя подтянули. Слушай, вдвоем-то всегда хорошо, там можно и разложить по голосам, даже та же читка, второй немного тык-тык, даже дублирует уже это плотнее уже в каких-то местах, акценты делает. Да, разумеется, чисто технически. Ну и у нас весь наш материал, он на 2 голоса рассчитан, то есть делать это в одно, даже тот, который я писал один, на первом альбоме «Вжало», он тоже как-то, знаешь, вот я так понимаю, что... И я же тогда выступал, но как выступал... Типа, ну, я потом в процессе выступления с неопытностью вот этой всей, я понимал, что, ну, я иногда не тяну, мне сложно, там, как бы дыхалка умирает. Еще физуха же, ты двигаешься. Но физуха важна, вообще нет, важен тонус как раз именно здесь. То есть, если это как игра на гитаре, ты не поиграл там 2 месяца, тебе будет больновато пальчиком снова. Вот, и здесь также я вот сейчас не пел, вообще как бы, ну, не репетировал, не пел, не читал месяца, не знаю, вот так по-хорошему, наверное, с концерта весной. То есть у нас был концерт, мы там готовились, репетировали, какой-то был процесс несколько недель, когда мы более-менее в тонус пришли, и то не в окончательный, но сыграли концерт. А тут опять пауза, мы только там что-то кусками, урывками записываемся. И вот вчера, или когда на днях, в четверг, я ездил, пробовали записывать вокал, я там, не знаю, 10-20 там дублей максимум я пропел, и все, и голос сел просто. Я понял, что как бы до свидания. Вот. Естественно, нужен тонус. Ты должен репетировать там раз в 3-4 дня, 2 раза в неделю хотя бы, если учитывая, что нет у нас особо такой возможности, мы все люди рабочие. Вот. Все работают в коллективе? Да, все работают, всех работают. Ну, это такая тема еще после работы. Да, с годами как бы, да, веселее не становится. Но запал есть. Ну, так это и разряд хороший. Нет, ты вырываешься это так, одеваешь личину уже другого человека. Да, я расцениваю это как именно... Так и Киркоров, он уже в шахте херачит, потом одевается. Думаешь, как раз в казахском? Такой говорит, единственная. А ты думал, глаза почему подведенные? Это плохо от это не подведенные, шахте, я понял. От угля это все у него. Остается, он говорит, да, ничего, неплохо. Хорошо ты придумал. Вот я уже историю его придумал. Понимаешь, все же хотят как? Мы из народа. Я простой человек. Ничего за душой нету. Простой там слесарь или там что-то я там уголь добывал. Потом переехал в Москву и как-то выпустил один трек. Все завертелось. И я начал везде там популярным быть. Там клипы пошли. Да, пару песен. Такие же истории. Или как Стас Михайлов там валялся под столом где-то там на
на турку, как я знаю. А потом как-то стал известным. Ходил по барам, везде тыкался, мыкался, чтобы петь. Его что-то ссылал свои диски, его что-то никуда не брали. А потом, видимо, где-то один кто-то взял. Случайно. Спел пару песен. И ну, история умалчивает тайну, как это на самом деле было. Мы-то имеем возможность... Есть легенда, а есть правда. А легенда это очень хорошо, понимаешь? Для артиста это же самое интересное для людей. Если ты просто все расскажешь, это уже для человека не очень, поэтому нужна легенда. Завуалированность некая, интрига. Согласен. Слушай, давай... Мы еще не разобрали, погодь. Это... Давай. Вот я решил уже переключить. Про пение. Да, это все Киркоров вечно в голову лезет. Вот этих, лосинок своих новых. Вот ты мне теперь показал вот этот наряд. Я думаю... Ну, блин, на таком плохом качестве... Я очень скучный. Мне хочется найти нормальное качество тебе показать. Там, в хорошем, в HD. Не хочу в хорошем качестве. Пусть будет вот это все размытый силуэт. Мне хватило, чтобы понять. Про пение. Это, довольно-таки больное место, потому что я не профессиональный вокалист. Я, опять же, там вот эти мюзиклы, там 4 года. На уроках музыки я там, где-то, наверное, 4 была моя оценка. А в одной четверти у меня даже 3 была. Вот. И учительница прямо говорила, что нет, у тебя проблемы, короче. Вот. Но когда начинаешь стараться, начинаешь делать это регулярно, опять же, вот там, к слову, там про талант и про труд. Да. Должно, золотая середина между этим должна быть, она дает хороший результат. На одном таланте обычно не выйдешь. Да. Вот. Терпение, труд. Это история про Кокорина Александра, например. На одном таланте не выйдешь. Доиграешься до кипрской лиги. Транзитом через Фиорентину. Или, хотя... Смейся или нет? Все идеально, я все понимаю. Да. Я просто не знаю сейчас, как реагировать. Надо посмеяться или... Как обычно, пустые глаза. Смотрю такой... А есть труд, не знаю, чтобы тебе было понятно. Типа, если Месси это больше про талант, то Роналду это больше про труд. Потому что немножко разный подход. Типа Роналду, он по физике больше, вот как бы работать над собой, там, пресс, диета, короче, вот все это, типа. Мне льстит это сравнение. Вот. Тем более, опять же, Роналду, Португалия. И Месси тут так физухой не занимается, не напрягается, у чувака просто есть талант, реально, как бы он может по полю возить всю команду соперника. Ему просто меньше усилий нужно для достижения результата. Меньше усилий, у него немножко другая чувака, который без таланта, тот должен в 6 раз сильнее хреначить. Да, просто иногда, если тебе наступил медведь на ухо, это не значит, что ты не можешь петь, это значит, что тебе нужно, потратить кучу времени, возможно, вложиться, там, не знаю, поучиться где-то и развивать в себе это. Это не то, что сложно развить. Понятно, что люди с разным IQ есть и способностями. Но понятно, что кому-то не стоит, не знаю, там, идти, не знаю, там, в ядерную физику, да, потому что, человек просто математику считать не может, его никак не научить, как бы. Это просто будет пустая трата времени. Вот. Но в большинстве случаев все равно время и труд дают результат. И тут талант, наверное, не мой случай, но петь можно. Чем больше времени я проводил на записях, на репетициях, тем, в принципе, лучше получалось. Но мы сейчас пришли на студии, на своей, к тому, что приходят люди, записываются. Раньше, если на меня пели мои одногруппники, скажем так, что типа, что-то типа, как вот, типа, иногда даже сами пробовали и такие типа, нет, это может петь, просто ты же поешь, ты же должен спеть, мы-то ладно. Я просто не пробовал, поэтому не получилось. Вот, да, и сейчас, когда уже есть понимание, как пишутся другие, уже немножко, давай, типа, здесь вот, может быть, там, подтюнем. Здесь давай кусочками, типа, запишем. Понятно, есть реально сложные партии. Иногда песня записывается очень легко. Ее можно записать за день, там, вокал. И некоторые песни есть, которые, я там не знаю, некоторые песни по году писали. То есть просто мурыжили очень-очень долго, прежде чем что-то в итоге записать. А еще иногда самое, вообще моя любимая, это когда после долгих проб все приходят к такому мнению. А давайте послушаем вот ту демку, которую мы на старой студии писали там 3 года назад, вот этой песни. Типа, ты вроде там неплохо пел.
Короче, Возьмем оттуда, да? и туда ее просто копипаст, короче, в новую версию, которую мы пишем, копипаст, и она звучит реально, то есть спел реально с душой, хорошо, меньше как бы там было косяков, спел хорошо, а вот то, что потом происходит, уже поется как бы со стараниями, но в общем, тут золотая середина. Короче, рэп получается хорошо, а с пением нужно работать. Надо бороться. Ты не ходил преподавателем? Ходил, было 2 препода, наверное, к 2 преподам ходил, но что-то это заканчивалось где-то занятия обычно на 5-м. Угу. Вот. Потом, к 3 преподам. 3-й препод девушка хорошо, в принципе, учила, но я не так ее понимал. Я потом уже спустя где-то год начал понимать, как с дыханием работать. Ну, то есть ты ближе сам, как самопознание, самому проще как-то это. Методом проб и ошибок уже научился сам. Ну, методом проб и ошибок спустя многие годы, да, все-таки уровень вырос, стал лучше. Здесь просто видишь, это не как даже на гитаре, когда человек, ты видишь, условно говоря, физически ты видишь, куда у тебя палец стоит. Можно прямо увидеть эту ошибку. Здесь все-таки речевой аппарат, связки. Нельзя такого взять, что типа, вот ты там не смыкаешь связки, а как мне сомкнуть? Ну вот ты там, да, вот это представь. Здесь ты хотя бы как-то физически видишь, как у тебя хотя бы это работает. Там, синхронизация рук, да, физически. Здесь ты не видишь, как у тебя связки. Человек определяет только вот на слух, смыкается, не смыкается, какие-то ошибки делаешь. Это же сложная история. Ну, кто чисто играет, не вокалирует, очень часто совершают ошибку, сравнивая. Все-таки в этом есть доля правды, но это все-таки разное. Тут нужен другой подход. Там, не знаю, тот же Тёмыч, когда он сам стал, как бы много материала там записал, всякого прикольного тоже там, на студии сидит, работает, как бы, и что-то там свое тоже записывает, заготовки всякие прикольные. И, много лет уже тоже вокалом там и кое-какие партии тоже прописывают. У нас там и хоралы какие-то пошли, хоры тоже прописываем в треке периодически, потому что с хором, с несколькими голосами, как Queen, короче. Мы как Queen, да. Мы как Limp Bizkit, как Queen. Молодцы, вы совместили это все. Немножко Limp Bizkit, немного Queen. Чуточку вот Киркорову прям вот так вот посолили немного, да? Это чисто от себя. Да. Ну и, собственно, Тёмыч за вот эти несколько лет последних, он и в плане вокала стал тоже лучше разбираться и умеет помочь во время записи, что очень ценно. То есть он у нас как он как голова группы на данный момент. То есть если, я, наверное, могу сказать, что по лирической составляющей все-таки там я со Зверем, как вокалисты, наверное, больше креативен. Основной креатив от нас идет, то именно по технической составляющей, в принципе, все на Тёмыче завязано. И как звукорежиссер, который непосредственно записывает, и что очень удобно, не какой-то сторонний чувак, как было там много лет в первые годы нашей жизни творческой, он может Тёмычу подсказывает. Как это круто, видит, когда ты свой чувак, вы понимаете, что и вы себя комфортнее ощущаете, чем какой-то другой чувак, который там сидит. Да, то есть он слышит сразу, там, как бы он меня пишет, он сразу слышит, стало удобнее намного все это делать, потому что ты делаешь и минимизируешь эти самые ошибки, косяки, там, дубли хреновые, типа, и у тебя, в принципе, поскольку студия своя, тоже ты не ограничен там по времени. Это классно. Когда хочешь, приезжай. Для развития, для того, чтобы ты прям рос, это достаточно классно, когда у тебя своя тема. Это немножко расслабляет там, в плане, например, своей студии, потому что хочешь приезжай, хочешь не приезжай. Типа, там, а когда это, знаешь, как типа с абонементом в зал, наверное, плохо будет сравнивать. Тоже неплохо. Ты денежки отдал. Ты денежки отдал и приехал на студию записываться. У тебя есть 2 часа, и ты должен что-то за эти 2 часа записать. Ты не должен, ты должен собраться и записывать. И не так. Давай чай попьем, обсудим, что там было. Да, давай, может, послушаем еще эти демки, что-нибудь. А давай сейчас вот это другое запишем. Тут у тебя должен быть план, как ты тоже на тренировку приходишь, у тебя должен быть план. Ты же понимаешь, что ты будешь делать, когда пришел, не знаю, ноги, там, сиську качать, там, пятку или что. Неважно, одну качать. Одну сегодня левую, а правую как-нибудь потом. Она и так нормально накачана. А я, судя потому, что я практически не хожу, разницы не будет никакой. А я разве ничего не замотивировал? Я ходил в спортзал, там 2 чувака, знаешь, как говорили? Вот именно про пресс, как его качать, чтобы он прям охренели был. Он говорит, ты неправильно качаешь пресс. Он говорит, просто не пресс качать, а грудь.
Будет больше, и будет видно, блядь. Это гениально. Так это, знаешь, это не тот чувак был, который в каком-то треке зачитал: «Мало вешаешь блинов, проказник. Блинов должно быть как на праздник». Нет, он гораздо медленнее говорил. Сомневаюсь, что где-то в подвале качалки на Урале. Это был именно этот чел. По-другому, наверное. Да, он был уже не молод. С толком, с расстановкой. Ведь Ака. АК-47. Этого чувака слушали все на Урале. Ну, как все. Молодежь имеется. Вот у меня как раз, если помнишь... Те, кто бутылки ловит. С дырками, которые... Да, которые барабанщики на виски выбрасывают. Да. Не, это Snoop Dogg. Snoop Dogg, да, и барабанщик. Или басист, не помню, короче. По-моему, басист, кстати, потому что басист... Басистки, потому что главное, бутылку поймали, остальное было уже неинтересно. Нет, знаешь, просто я вспомнил, почему ассоциативный ряд, почему басист, потому что басист он со мной был, и как-то так сложилось, что бутылку кинул, мы ловили вместе, со мной тоже был басист, то есть как басист басисту кинул. Он, может быть, почувствовал, что надо брат, я знаю, что тебе очень грустно, поэтому лови. Да, из-за того, что ты басист, всем басистам уже грустно. 4 струны, брат. 4, иногда 5. Так и есть. Очень толстые. Так и есть. Так вот, про Витю Ака, раз уж ты упомянул его, у чувака, с которым мой хороший друг, он же под псевдонимом Коля Найк много лет исполняет песни в жанре пацанский рэп. У него трек есть с Витя Ака «Пиво и гашиш на футбольном поле», даже клип на этот трек есть. Вот много лет назад был. Ну, если что, можете там загуглить. Да, не употребляйте наркотики, оставьте все пацанам. Они как санитары леса с этим справятся. Все подберут где надо. Скурят, выпьют и чтобы никому нафиг. Да, не гробьте здоровье. Очень интересные эти новости про там с видяшками, там кого-то под окном ищут, там в 2 часа ночи компания ищет закладки. Да, интересная жизнь вообще. Интересно. Раньше не понимают, скажешь, может, говно за собаку убирает. Ответственный человек. Но вообще сейчас, кстати, это тоже эволюция. Все эволюционирует или идет по кругу. Но потому что раньше как было, ты едешь вырубать куда-то. Есть человек, ты едешь к нему напрямую, ну, как правило. Отличная тема. Потом ставят закладки. Не, ну серьезно. Да, я даже в тайминге пасту поставлю. Как это делать? Интересно и рядом. Это, как говорится, это почемучка, помню, такая книга была. Что книга, что где, когда, ну, в общем, вот эти вопросы. Мы раскрыли все ответы. Так, давай перейдем к чему-то интеллектуальному. Так резко переломим хребет людям, которые слушали про Аку, про бутылки с дырками. Чем насыщаешься интеллектуально? Понятно, что ты там качаешь пресс, спортзал, смотришь футбольчик, а вот для вот этой коробки. Да, это очень важно. И для читки, и для словарного запаса. Что читаешь? Безусловно, очень важно. Что-то читать, что-то смотреть, что-то слушать. Ну, кроме ВКонтакте постов, книги какие-то есть. Только хотел сказать. Как говорят ВКонтакте. Очень много рекламы стало, очень много тупых постов каких-то, ужас. Вообще вот эта инфоатака вообще с ненужной совершенно инфой, обилие прям вымораживает. Но поэтому я стараюсь разбавлять все это книгами чаще всего. С последнего, что я прочитал, очень меня книга порадовала. Харпер Ли «Убить пересмешника». Прям очень зашла, я такое люблю. Вот, в принципе, я люблю прозу 20 века, наверное. Потому что она понятная, она не доисторическая со словами там «сударь, сударыня». Как бы. И такими оборотами, ну, каюсь, я как в школе, зачем в школе давать «Войну и мир»? Вообще, не знаю, это ребята, очень жестко, мне кажется. Это жестко, и вообще школьная программа, которая была, очень много жестких произведений, которые школьник не догонит. Единственное, конечно, что может развить свой словарный запас. Я посмотрел на себя и такой: читай «Войну и мир», потом такой: нет, что-то я погнал. Это жесть. Я 3 страницы прочитал, там еще на французском. Да, в этом прикол. И ты читаешь эти сноски, как бы, то есть ты не понимаешь, ты на французском читать «Je m'appelle Melougel», как бы, или все-таки вот эти внизу сноски со звездочкой читать. Еще много очень действующих лиц начинается. Очень сложно, очень сложно, реально. Да, мне кажется, это тяжеловато. Это в институтах надо давать. Я не осилил, да, в институтах или сам ты должен к этому прийти. Я как бы подумываю взяться, но, наверное, может быть,
есть борода уже седой, как у льва, должна быть. Так, сидеть хотя бы должна начать, и тогда уже можно, наверное, начинать читать. Вот, поэтому, ну, сейчас про Достоевского подумал, даже жене озвучил мысль, что... Все-таки в Петербурге живешь. Просто я своих-то надо читать. Я помню, в школе «Белые ночи» прочитал. У нас было на лето задание, я «Белые ночи» прочитал, но она была маленькая, коротенький роман, но мне понравился. Вот как-то запомнился, прям остался в памяти, что... Я Раскольникова опять, ну там с детства по одному, а потом во взрослом возрасте прочитал такой. По нему, по-моему, я писал, на выпускном сочинении. И я, по-моему, не читал. Вот это хоррор, да? Я написал на 5, с русским у меня просто порядок. Там как бы идею уже, знаешь, все знают, как все можно уже накидать. Но завуч мне принесла книгу, а в книге была статья. В смысле статья? Ну, статья другого человека, редактора. Там гашиш в книгу положили. А там была статья. Так я ее ехал на 5 лет. Подставил. Посылка ответила. Короче, там была статья, да, вот, какого-то автора перед самим романом, по которой, в принципе, я сообразил, что надо написать. Ну, это отсылка. В общем, помощь была мне такая со стороны завуча. Царство небесное. Нет, да попробуй Достоевского. Да, реально, думаю, попробовать. Вот, Хартер Ли. И вообще, по кому я фанатею из писателей, наверное, с детства прям Джек Лондон очень сильно зашел, прям, не знаю, там эти «Волки», «Аляска», «Золотые искатели», там, «Они в холле», «Индейцы». Вот слушай, это, прям, вот это в детстве, оно прям хорошо прям, заходит. Ну, как Жюль Верн, вот это все такое приключенческое, где-то там, непонятно где это. Это прям круто. Я там даже комиксы на Жюль Верна рисовал. То есть у меня там «Дети капитана Гранта», там что-то 4 страницы комиксов нарисовал. Дальше что-то не пошло, но начало было положено. Слушай, это как в музыке, когда ты идешь в музыкальную школу, и ты там смотришь, загораешься, чтобы играть на гитаре, как Курт Кобейн, да, там какие-то, вот смотришь пример, ты говоришь, хочу так же играть, идешь в музыкальную школу, а они тебе, вот и березка стояла. Ты говоришь, нет, как Курт Кобейн, не, даже примочку не дадим. Вот сначала вопль, березка, вот это вот все будешь играть, и ты такой, какая скука, какое уныло. Также тебе и книгу, если дать там Джека Лондона, знаешь, потом в тебе чем-то завлечь, этим еще можно, когда тебе дают там «Войну и мир», там Джека Лондона не давали. В школе Джека Лондона не было. По-моему, максимум на английском я читал. На английском был «Белый клык» или «Зов предков». Call of the Wild, как бы, да. Кстати, то, что ты говоришь, я просто дальше разовью это, типа, чувак был, который в «Ополе березка», как бы приходилось петь, но он хотел там что-то, типа, уже покруче, либо в итоге у него так накипело, что на выходе ну, как бы все, у него уже настолько демонизировалось, что он просто, как бы, ну... Кудрявая, стояла одна, блядь! Ну да, ну это когда он в колледж пошел после 9 класса, то есть учитель. Нет, в колледже группа положи гитару, пожалуйста. В автотранспортный пошел, как бы он понял, что все, как уже больше механики, больше типа что-то такое жесткое, техническое. Вот. И Джек Лондон вообще круче всего из фантастов, хотя, наверное, не с кем сравнивать. Стивен Кинг прям наверное, перечитал, половину его точно перечитал, и у него столько написано, что еще есть что почитать. Еще пишет вообще, он какой-то очень... У него производительность, как у Дарьи Донцовой, в принципе. Но по качеству в лучшую сторону, конечно, намного, на несколько там. Ну, нужно работать, под каждого. Понятно, аудитории разные. Вот, Лавкрафта, кстати, никто не читал Лавкрафта. Что-то вот его прям, я когда с кем-то общался... Я хочу покуситься, но сейчас времени нет. Я вообще, кстати, по книгам бросил эту историю что-то. Я раньше закачивался ее в телефон, там, покупаешь какую-то книжку, а сейчас что-то я настолько пересел на YouTube, на что-то какие-то подкасты, и знаешь, я просто врубаю это и еду уже в метро, и я такой, надо какую-то книжку уже скачать, это такой... Что-то надо посмотреть, и что-то, блин, не знаю, что еще. Вот в дороге как раз, да. Я, знаешь, у меня как происходит, что я в дороге делаю, и как я решил вопрос с тем, чтобы читать в дороге. У меня телефон, когда я купил новый, последний, у меня были до этого наушники только вот эти, ну, проводные, короче. На новом телефоне как у челяди. Да, как у челяди, да, проводные. Эти я просто, ну, неудобно, они вываливаются. У меня вот кореш со мной ходит, у него там это периодически вываливается, ну, как бы, не знаю. Да, я понимаю, мне вот
Серега подогнал-то AirPods, я же до этого с проводами ходил. На, пожалуйста. Возьми эти старые, не могу на эти провода Так что, смотреть. удобно? Ну, конечно, Нормально, удобно. да. Ну, ты-то, как и знаешь, провода, силы, там, ты в любой знаешь, 3,5 джек, я Да, везде, там, на студии, дело там, не в проводах, через в переходник. том, что если теперь я куплю к своему телефону вот эти поды, как бы я буду залипать, наверное, в телефон что-то смотреть. Да. Пока я их не купил, у меня есть два варианта. Что-то почитать или послушать плеер, который у меня старый, Sony Walkman, там лежит уже лет 10, короче. И под него подключаю, ну, чтобы аккумулятор не сажался у телефона. А вообще забыть телефон и взять с собой книгу. И вот прям без вариантов будет. Бумажный такой, да. Ну и самое, знаешь, обидное, что, в принципе, ведь раньше-то мы, когда там лет много назад, лет там 20, школа там и так далее, времени у нас было больше, и мы читали больше. В принципе, ты же тоже в свое время там зачитывался, да, прям книгами? Ну, развлечения. Не прям зачитывался. Не Мне прям, кажется, у меня что-то все-таки это туда попозже пошло. Попозже? Да, поначалу панк-рок, движуха там. Как-то так я читал, но не настолько. Я с детства прям вот так приучен был, но в том-то и дело, как ты обратил внимание, в школах наших что-то не ту программу как будто давали, то есть не то, чтобы тебя бодрило на изучение, там, на чтение, там, ну, не для тех лет вот это все было сделано. И читал, опять же, вот эти все, или там Тарзана какого-нибудь, этого Эдгара Берроуза. Вот это круто было, приключения. Хотя тоже все школьные программы приключений читать тоже, наверное, не самое. Ну, а как тебе надо посадить? Слушай, у тебя я видел на стене на Западном фронте без перемен. Да, фильмец. Фильмец от Netflix вышли. Они экранизировали, да? Получается, это? Ну да, еще одна книгу читал? Да, я книгу читал. Ну и вот к теме книг, кто меня поразил в плане реализма, драматизма и то, что тронуло за душу. Очень много, там, вот лет 10 назад везде что-то прям как-то волна была популярности, там, Эрих Мария, типа, как было модно читать, по-моему, было такое, да, как там Кайли тоже, типа, среди девчонок, типа, модно было читать одно время. Да. Вот. Там же где-то Ремарк тоже почему-то как будто откуда-то взялся. И поэтому ты как-то... Тогда я не читал, я думал, что за попса. Потом я где-то краем ума осознал, услышал, что это все про войну. Я не вникал, что за писанина. Знал, что много написано. И взялся почитать. И, так затянуло, что вообще как бы прям круто. С чего начал-то? «Ночь в Лиссабоне». Один из его последних рассказов. Ой, не рассказов, а это роман такой коротенький, но роман. Про окончание уже практически Второй мировой войны. Ну, там герой романа в Португалии собирается уплывать от войны в Штаты. И вспоминает, вот там с кем-то знакомится, начинает общаться перед отплытием и вспоминает всю свою вот эту историю, что там было во время войны, как он там жену потерял. Ну, у него такие прям жесткие, сложные, некоторым тяжеловато читать, потому что это прям такой реализм, но я люблю как раз в плане вкусов, если оценивать. И что касается фильмов, что касается литературы, я предпочитаю реальные фильмы, книги, основанные на реальных событиях. Пусть они будут полухудожественными, но которые раскрывают какие-то вещи, которые происходило, и несут в себе какой-то смысл, из чего можно извлечь урок, как бы... Вот после его книги как раз, да. У тебя немножко голова трогается. Он сильно раскрывает, мне кажется, людям, которые не сильно вникали в проблемы, проблемы вообще мирового устройства, войны, сильно раскрывает глаза, заставляет... Он не то, что раскрывает глаза, он заставляет думать. Думать, прочувствовать. Даже вот эта сцена, я не знаю, ты в итоге посмотрел вот этот Netflix? Нет, еще не посмотрел. Я его на сцену специально закинул, чтобы... Этот момент, на Западном фронте без перемен, где он там француза-то воронку убивает, и с которым он там сидит, и там очень... документы его читает. Это же вот как раз... такое, что заставляет тебя задуматься, заставляет прочувствовать и понять вообще момент, когда ты думаешь, смысл, и есть ли смысл в этом всем, и как что это такой же человек, как я, а я мог бы быть на его месте, а почему мы вообще здесь оказались, как бы мы же не ходили, и он, не я, наверное, не хотели. Да, я, конечно, тоже смотрел, и когда увидел себя такого, нифига себе, еще это экранизировали.
Я смотрел старую экранизацию, по-моему, 30-х годов, может быть. То есть, ты как вообще по экранизациям? Тебе нравится то, что потом снимают по книге? Удачно? По Стивену Кингу в основном нет. Там, знаешь, эти лангольеры какие-нибудь, там эти, такие вот зубастики эти были. Хотя, пиксельные. я-то не читал, мне казалось, это нормально. Да нет, еще. По Кингу? Да. По Кингу... Ну, я имею в виду, вот про лангольеров говоришь, я-то его воспринимаю как фильм. Тоже воспримет, типа, нормально. Ну, ТВ-3. Там причем еще актеры тоже такого пошиба. Но некоторые фильмы у него... ну что там, не знаю, «Зеленая миля», далеко ходить не надо, «Побег из Шоушенка». То есть можно писать и снимать всю дорогу что-то там, какие-то ужастики, но вот Кинг себя проявил тоже как... Тут на грани реализма, драматизма с чем-то. Там же особой мистики-то и нету, получается, вот в «Побеге из Шоушенка» и в «Зеленой миле». Ну, просто я к тому, что это бывает такая, я как-то читал книгу «Сицилиец» называется. Там, короче, типа как крестный отец, но типа его предложение, он приезжает там. Марио Пьюзо. Да. Марио Пьюзо, я читал, кстати. И там вот этот Гальяно, и как он там партизанил, и потом как его убивают. И я такой, блин, меня так это тронула книга. Ну, я давно читал, такой, блин, вот это круто, я прям... Нифига себе, действительно я тоже поразило. И потом я наткнулся на экранизацию, типа фильм, я такой, да ладно. А там старый какой-то 85-го что ли года, я вот прям не помню. И там еще в главной роли этот Кристофер Ламберт. Подожди, ты говоришь не про «Крестного отца», получается? Не про «Крестного», а именно «Сицилиец». Книга «Сицилиец», но того же автора, который написал. Да. Хорошо. И там экранизация, я думаю, фильм, нифига себе, еще Кристофер Ламберт, у меня еще там детские воспоминания, там Горец, потом Рейден. Я такой, крутой чувак. Я начинаю прям смотреть этот фильм, и такой кал. Просто вот по сравнению с книгой, и даже вот финал, я думаю, хотя бы финал, они его вообще по-другому сняли. Там в книге просто ты читаешь, думаешь, кровь из глаз, думаешь, да как так? А там вот просто ни о чем. И Кристофер Ламберт не помог. Ну, Ламберт после «Горца» не особо-то... И поэтому ты думаешь, блин, лучше бы я это не смотрел. Оставили бы книгу, вообще, потому что... Ну, экранизации куча неудачных. Мне кажется, вот почему авторы иногда не соглашаются, потому что они говорят, знаю. Потом вы возьмете Кристофера Ламберта и снимете эту херню, как по «Сицилийцу». Мне этого не надо, не отдам свою книгу. Ты меня заинтересовал даже. Фильм тоже так называется? Нет, фильм, по-моему, так же. Надо тоже, загуглить, надо бы не забыть. Найти. Я добавлю ссылочки к этому подкасту. Пусть люди посмотрят, а вначале книгу почитайте. Кстати, да, реально. А перед этим попробуйте подкаст досмотреть до конца. До этого момента, если вы еще не уснули. Ну, вот «Крестный отец» фильм, мне кажется, посильнее книги. Ну, я не знаю, насколько вообще в таком ракурсе можно сравнивать. Это может быть субъективное мнение, может быть, ты бы книгу прочитал, и у тебя воображение бы по-другому сработало. Еще возможная история в том, что у тебя, если у тебя развито, наверное, воображение, ты там, может, рисуешься по-другому. А фильм-то в чем красота и загвоздка-то? Они вот есть мнение автора, у него видение, но он тебе вот так показывает. А то, что ты там нарисовал, ты говоришь, да это не то. Он говорит, это ты там все придумал, дядя. Вот фильм, вот так это все выглядит. Надо будет посмотреть. Да вроде книга так ничего зашла, но просто после фильма она если я не ошибаюсь. Может, я все написал. И авторы, и все. Проверишь? Есть. Есть? Ламберт, он стоит. И «Сицилиец» написано? Да. «Сицилиец»? Роман? А вот роман? Сицилиан. Кстати, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Ты смотрел это? Да, но я смотрел. Я потом начал читать книгу, она прям вообще как будто один в один. Такое ощущение, как будто я какой-то сценарий писал. Я ожидал что-то, либо туда, либо сюда. Я прям читал, наверное, читаю. Они прям как будто фильм по сценарию сняли, я даже бросил его. Просто есть же, наверное, степень адаптации. Да, она максимальная. Прям вот все взято прям за основу и как бы просто в сценарий вот один в один переработано. Потому что с «Крестным отцом» там совсем другая история, там концовка во многих значительных деталях отличается. И там вообще, по-моему, в книге как будто и часть второй части уже задействована, насколько я помню. А так, как ты спрашивал по поводу... Ответ мой, вот драматизм, реализм, что-то типа, не знаю, ремарка. Фильмы, если брать то, что меня вдохновляет, заставляет думать и написать, например, какой-то текст, дать какую-то идею,
Это вот такие вещи, явно не комедии, не ужасы, то есть это не совсем то. И фильмы, ну, тоже вот либо экранизации хорошие, надеюсь, вот на Западном фронте будет хорошая экранизация. Или вот «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» тоже такие. Еще мы еще же не посмотрим эту экранизацию там, по Netflix. Но есть видосик ВКонтакте, мы, наверное, попробуем ссылку туда ставить. Ну, у тебя, по-моему, она там была. Да. Но я предпочитаю... Там, по-моему, полностью. Я по старинке предпочитаю тоже. Я такой этот старовер. Много открываю торренты, качаю себе на USB, подключаю к телеку и смотрю. Ну, типа, с файла как-то. Кстати, еще вспомнил, не знаю, вот так, к слову, с Морганом Фрименом. Крутой фильм про ЮАР, про апартеид. «Непокоренный», по-моему, называется. И играл там еще с ним Мэтт Дэймон, по-моему. Мэтт Дэймон играл капитана команды ЮАР. Там была проблема с афроамериканцами и с белыми. Ну, как бы апартеид. Морган Фриман играл Манделу. И фильм прям супер сильный. То есть он очень правильно снят. Заставляет, опять же, подумать, почему там этот апартеид случился. Почему они вот вообще вот такое у них в ЮАР произошло. Опять же, заставляет подумать о том, кто такой человек, насколько можно быть там подонком и насколько можно быть хорошим, как Мандела, например. Ну, Мандела там возведен в этом фильме как бы прям, ну, он супер-мега крутой, он все сделал для своего народа, но и для ЮАР в целом, чтобы прийти к тому, к чему он в итоге пришел. И все это на фоне там истории про чемпионат, который у них проходил, по-моему, в ЮАР как раз происходил, да, и, по-моему, я уже не помню, но вроде суть в том, что они как бы выиграли. И этим тоже страну как бы объединили. Вроде как так. Все свои книги рассказал, да? Да нет, это можно долго вспоминать и углубляться. Да, согласен. Но прям сейчас начнем, ты знаешь, прям такая картина, которая отложилась, я бы еще ее посмотрел, наверное, разок-другой в своей жизни. Ну, короче, вот все типа «Список Шиндлера», «Пианист», вот из этой серии тоже фильмы, реальные фильмы про реальные. А как вообще вот по текстам-то от чего отталкиваетесь? Ну, обычно как пишут, что-то внутреннее переживает, кто-то там истории откуда-то у друзей, кто-то что-то рассказал, из этого историю делает. Я предпочитаю самое, что у меня получается лучше и искреннее всего, и это, как правило, замечают те, кто нас слушает, обращают внимание на эти песни, как раз на их, наверное, вот какую-то искренность именно в плане слов и чувств, которые они такие песни вызывают. На основе там личного опыта что-то такое, может быть, там, не знаю, трагичное, что-то на основе какого-то минорного именно опыта. Такие песни как-то мне больше нравится писать и больше получается. Что-то прям... И комичные песни у нас тоже есть. У нас, опять же, мы не ограничиваем себя чем-то прям каким-то одним шаблоном. Что типа вот мы там должны писать песни про какие-то разные жизненные ситуации. Ну, как есть группы, которые вот по одному шаблону там действуют и пишут там смехуечки, например, все свои альбомы как бы разные смехуечки. Но не хочется самого себя повторять, а это неизбежно. В любом творчестве ты все равно где-то на каком-то этапе будешь себя повторишь, там это будет по-другому, слова будут другие, герои будут другие, но это будет похоже на то, что было до. И чтобы этого избежать, наверное, чтобы разрывы между такими вещами были чуть больше, а у публики не так это откладывалось, что да, то же самое. Возможно, поэтому хочется миксовать. Не, это классно, когда есть разные, потому что есть либо одна грань, там, ну, либо все минорно идет, либо все в смехуечки уходит. То есть каждый альбом это прям смехуечки, ты знаешь, чего там ожидать. Ну да, у нас был альбом «Смех, грех и орех» называется. Там по большей части было такое настроение ха-ха, там, ну, как бы сам название само за себя говорит. Название 5-го альбома «Нам нужны перемены». В 2018 году этот альбом был. Тоже название, наверное, говорит о подоплеке альбома. О чем он? О том, что вот такая как бы настрой тогда был в обществе определенный, да, и были выражены определенные позиции, что типа вот как бы это, наверное, нам не совсем нравится. Ну, не прям там бросаясь там на амбразуру, а как бы в нормальных рамках. Все меняется. Мир не стоит на месте, мы не стоим на месте. И те песни, которые я написал там для первого альбома, я, наверное, сейчас так не напишу.
Ну, у тебя в тот момент, у тебя свои переживания, своя голова, свое сознание мира на тот момент. Ты как видел, так и как чувствовал, так и запечатлел. Как бы на первом альбоме как раз так и было. А сейчас уже больше, с возрастом начинается больше вот этой думы начинается. И подбор, как у ювелира какого-то, как у человека, который какой-то пазл складывает, подбор. И очень бывает такое, что вообще вот никак не идет. И опять же, это идет из желания не повторить себя прежнего. То, что ты можешь написать те же самые слова, просто в другом порядке, и ты поймешь, что это не новое, и ты не хочешь это делать. Ну, зачем? Зачем снова делать то, что ты уже раньше делал, и становится сложнее? Ну, как бы, не знаю, это не истина, я думаю. Ну, типа, становится... Люди почему, как бы, меняют, там, не знаю, спортсмены меняют клубы, там, люди меняют страны, я не знаю, ну, людям что-то нужно, что-то новое, как бы, они хотят сбросить с себя, там, какую-то прежнюю, там, шкуру, маску, как бы, и они поменялись, они хотят немножко по-другому себя чувствовать, поменять условия, поменять быт, или поменять направление песен. Вот, сейчас, то, что у нас сейчас, например, в основе, это, наверное, как раз минорное настроение вот всех ближайших песен. Даже вот песня «Тёлки», она, наверное, самая такая не относящаяся к тому, что идет дальше. Там вот эти «Погасить огни» сейчас вышла песня. Да, я только хотел сказать, что она не отличаются от «Тёлки», и вот отличаются. Последний трек, который на данный момент вышел, у вас вот последний сингл, действительно, настроение меняется совсем полярно. Так вот, как вот это «Погасить огни», по сути, дальше в основном пойдет такая тематика. Из тех... Не тематика, а настроение, наверное. Я это больше настроение. Я считаю себя, ну, отчасти, может, поэтому, и стихи тоже там пишу, некоторые использую в песнях. И считаю себя поэтому, наверное, больше настроение. Вот как бы появилось какое-то чувство, ощущение. Это может быть злость, это может быть хандра, там, не знаю, онегинская. В общем, что-то такое, что, типа, или ностальгические какие-то нотки. Это тоже, вот, не знаю, мне очень близко, прям, не знаю, одно время Linkin Park, прям вот как бы Честера не стало, я снова взял, перелопатил весь Linkin Park и понял, как мне вот близко вот настроение, вот, которое у группы было, особенно на первых двух альбомах. Дальше как бы они немножко там экспериментировали, но в целом прям вот то настроение, которое... Я не скажу, что я там, типа, чувак, как бы, сам по себе минорный, типа, наоборот, как бы, прикол и так далее, но если делать в музыке что-то, сочинять, то, наверное, вот в эти вещи я могу вложить больше искренности и души, чем придумывать что-то через, возможно, не хочу и ха-ха-ха, там, типа... Но говорят, что веселые песни тяжелее пишутся, на самом деле, что прям вот очень весело было. Что прям очень... Потому что оно, ну, не всегда так оно тебя трогает, и не всегда ты в том положении, когда ты очень сильно угораешь, что такое писать песню прям. Да, Вот когда ты грустишь, у тебя минор идет, то тебе хочется это как-то выразить. Может быть, легче, может быть, но я бы так тоже не сказал, не знаю, не у всех. Ну, у вас опыт побольше в этом. Наверное. С весельем-то есть. Ну, есть песни вот на веселе, вот эти чудесные песни, которые, в принципе, опять же говорю о повторении, да, самих себя. Но на веселе была написана по тексту мной, написал зеленый барабанщик наш, и, наверное, он, возможно, услышав на веселе, он решил через свою призму пропустить эту идею и написать песню на хуй. В итоге у нас отличная идея на каждый там повод праздник к посту прилепить эти две песни. Было бы еще классно, если бы на серьезных щах об этих говорили, о треке там появится. Это то, что я чувствую, понимаете, это вот то, что внутри такое... Оно родилось в тот момент? Неосязаемое такое практически, но оно вот как-то вот всегда во мне было. В тот момент я был на грани. Да, я был на грани, и вот эта песня, я как будто вывернул всего себя на лист бумаги. Меня вывернуло. Мне действительно захотелось. Потому что уже было вот так, и уже выпил изрядно на серьезный щак. Тоже неплохо. Слушай, давай, что нам ждать? Еще подрезюмировать от тебя. От тебя, от коллектива, куда вы дальше идете, какие-то ближайшие концерты, там, какие-то книги, может, ты напишешь еще в будущем. Пока что релизы, самая ближайшая перспектива, несколько песен, вот, как я сказал, 21-го, если я не ошибаюсь, но, по-моему, это так.
ну, 7-го у нас был «Погасите огни» релиз. Мы раз в 2 недели сейчас будем пулять релизы. 1, 2, 3, нет, 2 песни, получается, как я сказал, будут до Нового года. Еще 2 есть, которые мы после Нового года, после праздника, тоже парочка релизов будет, там, видимо, январь-февраль. Есть еще много материала, у нас там реально песен таких в полуфабрикатном, более-менее готовом состоянии, наверное, может быть, штук 5 наберется. И есть еще, наверное, мне кажется, штук 10 в очень-очень сыром состоянии, но то, что можно доделывать, допиливать, на это потребуется время, но мы поставили себе определенные задачи временные, хотя бы такие плюс-минус, чтобы оставаться в зоне видимости нашей публики текущей и нашей потенциальной публики, оставаться в зоне видимости благодаря каким-то постоянным релизам раз в месяц хотя бы. По чуть-чуть, да. Но почаще. По чуть-чуть, но почаще, да. Но для этого придется активизироваться и прописывать более интенсивно то, что у нас не дописано, придумывать что-то новое. Ну, а с чем-то новым, как мы уже обсудили, это, наверное, самое проблематичное, потому что у тебя не то чтобы остается все меньше тем, но ты можешь те же самые темы брать, но их нужно как-то по-новому обыгрывать. Я понял. Потому что более взвешенно. Более взвешенно на основе опыта. А опыт он еще такой, что, по-моему, чем старше ты становишься, тем больше у тебя сомнений насчет адекватности вообще всего происходящего. Типа, что есть этот мир, кто эти люди, кто я. Типа, если в 20 лет ты думаешь, что я это будущая суперзвезда, которая посмотрела 8 милю, думаешь, что типа круто, я тоже вот. А сейчас ты думаешь, а вообще, круто ли вот быть там суперзвездой? Может тебе, какие-то развиваются, там, не знаю, отклонения из-за того, что у тебя столько внимания, столько всего, и тоже как-то сказывается негативно. Может быть, лучше... Согласен. Мешает сосредоточиться на чем-то другом. Жить. Может быть, у тебя развивается паранойя какая-то. Там многие знаменитости с собой кончают. То есть, это же тоже непонятные истинные мотивы людей, почему они вот так поступили. И кто-то не понимает. Мы сидим, смотрим, чувак, ты в популярной группе, которая знает весь мир, ты миллионер. Тебя все любят, твои песни слушают, ты делаешь то, что хочешь, и зарабатываешь этим деньги, чего тебе не хватало. Посмотри там на мою жизнь, чувак, да. Согласен, есть такая тема. Поэтому век живи, век учись, и стараемся. Мы будем обязательно оставаться в поле зрения тех, кому мы интересны, потому что если эти люди, раз они есть, они ждут, пусть их не так много, как, наверное, хотелось бы, но мы их ценим, нам хочется для них делать треки, релизы, и концерт, конечно, будет, но он будет точно не в этом году. Если говорить, тут осталось совсем немного, 1,5 месяца, но мы хотим концерт, который будет подготовленным, который будет понятным в плане количество людей хотя бы примерного, чтобы мы знали, что это будет не 50 человек, как у нас там было до определенного этапа, что это будет все-таки нормальная цифра. А нормальная цифра, наверное, это пара-тройка сотен людей для нашего уровня. И благодаря этим релизам мы хотим приблизиться к вот этому моменту понимания. Наверное, он будет. Потому что если что-то, как сказать, как ком снежный, катится, набирает, там, не знаю, лайки, комменты, репосты, и в итоге выливается в концерт куда-нибудь, там выкатывается в какой-нибудь клуб нормальный, и там происходит наш концерт. Поэтому приглашу обязательно. И ждем. Я надеюсь, что весной мы что-то такое замутим. Хотелось бы еще клип снять, но сейчас... Не знаю, кстати, вот насчет клипов тоже, вот как думаешь сам, насколько они сейчас вообще нужны, да, потому что, понятно, была эпоха MTV, ты смотрел, таращился в телек, и было круто смотреть клипы. Сейчас на ютубчике, наверное, нужно смотреть, я думаю, какая-то идея интересная еще должна быть. И опять же, должно быть постоянство.
скорее всего, с одного клипа ничего не будет. Нужно их делать. Сейчас клипы немножко много. другую, да, их Да. нужно делать прям много, чтобы это, опять же, этим комом наваливалось. И Ну и активность там было. ваша, я думаю, тоже было бы интересно чувакам смотреть. Вот какие-то ваши видео с записью, какие-то ваши движухи, даже тупо вы куда-то на репетицию там пошли, что-то записываете, что-то угораете, вот качаете. Ну, каналчик, об этом да. мы вообще думали, что можно запилить было бы какой-то блог нашу группу, потому что иногда, да не иногда, а в принципе, когда мы собираемся и, ну, например, в расслабленном каком-то контексте, немножечко, там, не знаю, выпив чего-нибудь, начинается такая вещь, как пить. И Начинается подкаст. в ходе, да, начинается подкаст. И, короче, в ходе этого подкаста вываливаются всякие прикольные штуки, и мы сидим, ну, то есть, да, это же надо песни. То есть, там столько песен за этот подкаст придумывается новых, которые потом благополучно забываются, но если все это, ну, вот, снять, там, нарезать, смонтировать... Ну вот, стрим или вот действительно какой-то... Хорошая идея, но это нужно тоже, опять же, время, возможность и хотя бы какое-то понимание. Ну, у нас возможность есть в плане места. Время мы тоже найдем, остальное обсудим с чуваками. Будем брать с тебя пример. Ты фанат группы «Три пули», который смотришь, обязательно пиши в комментарии, интересно ли бы тебе было смотреть блог от «Три пули», либо это будет подкаст. Интересно будет, пиши, что бы ты хотел, и пацаны, наверное, обязательно это примут к сведению и будут продвигать тем самым свою группу, чтобы вас радовать. Тебе, дорогой ты мой друг в футбольной футболке, огромное спасибо, что пришел. Спасибо, Жень, что позвал. Желаю, что у тебя движуха всегда была движуха у «Три пули», чтобы вы заделали огромный, уже полноформатный альбом, в который вошли все эти синглы, все ваши доработки, много клипов, концерт обязательно. И чтобы уже наконец Фред Дорс приехал и сказал: слушай, Горч был классный, можно мне к вам на разогрев? Ну, чтобы он в клёшах только приехал. И он был в клёшах. В золотистом костюме из Лас-Вегаса. На этой классной ноте мы заканчиваем. Слушайте рок, смотрите подкасты, ходите на концерты. Всем мир, любовь, красота. Peace. Еще один писм. Peace. Максимально без писм. Ну все, заканчиваем.